Здравствуйте, студия «Центр». Здравствуйте, «Центр». Слышите, разбираете хорошо? Пожалуйста, ответьте. Окей. Мы вас прекрасно слышим. Городу Якутску сегодня необходимо новый взгляд в новом веке, это однозначно, но при этом участие специалистов, которые имеют опыт работы в наших суровых климатических условиях. Вообще очень интересный город, очень самобытный на самом деле город, со своими, конечно, проблемами, но очень приятный в человеческом плане. Мы считаем, основной ценностью Якутска это именно жители города. Люди, которые здесь живут, видно, что они хотят меняться, видно, что они любят свой город очень сильно, видно, как они относятся к своей культуре, к своим традициям. При этом мы видим, что да, не хватает городских пространств, есть определенные проблемы, и для того, чтобы их решить, мы здесь все собрались. Якутск – это крупнейший город в мире на вечной мерзлоте, это старейший город на северо-востоке страны. В 2032 году он будет отмечать свое 400-летие. К этому времени он должен стать вровень с лучшими городами мира по уровню развития человеческого капитала. И еще раз подчеркиваю, что он должен стать лучшим городом в мире для жизни на вечной мерзлоте. Республика Саха, Якутия. Самый большой регион России с экстремальными климатическими условиями. Арктическая зона республики – геостратегическая территория нашей страны. Якутск – сердце республики. Столичный городской округ включает в себя 14 населенных пунктов, в том числе город Якутск, 11 сельских населенных пунктов, 2 наслега. Правительство Республики Саха, Якутия, инициировало масштабный проект по преобразованию Якутска. Первым этапом стало проведение комплексного исследования и разработка мастер-плана. Партнерами проекта выступили Дом РФ и окружная администрация города Якутска. Заказчик – Целевой фонд будущих поколений Республики Саха, Якутия. Работа ведется Агентством стратегического развития «Центр».
Фундаментальные исследования, комплексная оценка потенциала развития территории городского округа город Якутск, подготовленная междисциплинарной группой экспертов, стала основой для проекта. Исследование оценивало, с одной стороны, градостроительный потенциал развития города и его проблемы, а с другой стороны, оценивало скрытый потенциал развития, который можно задействовать для того, чтобы Якутск ускорил свое развитие. Мы опирались на миссию города достижения к 2032 году якутском образа будущего, как лучшего города в районе вечной мерзлоты. И 4 стратегических приоритета, связанных с формированием комфортной среды и дифференцированным развитием экономики. Мы объединили ведущих федеральных и местных экспертов, Академию архитектуры, специалистов агентства «Центр», специалистов Высшей школы экономики и многих других экспертов для того, чтобы создать публичное исследование о всех возможностях и перспективах развития Якутска. Якутск – прогрессивный город, он динамично развивается. Это город, который одним из первых задумался о том, что IT-технологии и креативные индустрии могут развиваться не только в крупных городах, но и в городах средних. И опираются в основном здесь жители города главным образом на свои собственные компетенции, на свои собственные таланты. Исследование определило основные векторы развития Якутска до 2032 года. Результаты исследования легли в основу технического задания конкурса на разработку мастер-плана города. Якутск сегодня – это уже город постиндустриальной экономики, это связано с развитием IT-инфраструктуры и предпринимательской активностью и потенциалом формирования новых секторов, связанных с критичным сектором. В первую очередь это хай-тех-индустрии, это креативные бизнес-индустрии и развитие туризма. Для Якутска характерна высокая доля развития креативных индустрий, как архитектуры, так и IT-сферы. Высокая доля образовательного потенциала. Федеральный университет входит в ведущие российские и международные рейтинги по востребованности выпускников и активно сегодня развивает креативные направления. Старт конкурса был объявлен 8 февраля 2022 года. Оргкомитетом получено 34 регистрации из 10 городов России. По всем правилам конкурса заявки оформили 11 участников. В целом от разработки мастер-плана города Якутска я ожидаю положенную на карту стратегию развития города. С чем можно было бы выходить к населению, к бизнесу, к жителям города Якутска и показывать наш путь развития. В оценке заявок принимали участие эксперты федерального и регионального уровня. Финалистами стали 3 команды. Финалисты познакомились с конкурсной территорией, встретились с представителями местных органов исполнительной власти и обсудили дальнейшее развитие Якутска. При приезде сразу не выявился центр города. Хочется прям поездить и понять структуру, посмотреть еще более внимательно карту, как этот город образовался, как он развивался. Много слышали о том, сколько проблем, какие подтопления здесь, но не могли себе представить, насколько это важно, насколько это критично, насколько это видно и чувствуется. Семинар — это некая точка зрения, взгляд, через который финалисты осознают город. И это на самом деле очень важно. То есть это является одним из ключевых компонентов успеха будущего мастер-плана. Очень надеюсь, что участники конкурса в своих предложениях, в своих проектировках будут подходить к разработке мастер-плана не как к какому-то обыденному событию, а как к разработке города, который должен стать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте для жизни человека.
Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на открытом всероссийском конкурсе по созданию мастер-плана города Якутска, Республики Саха-Якутия. Вы видите финальное заседание жюри, и для всех присутствующих я хотел бы обратить внимание на то, что мы проводим это жюри в прямой трансляции на официальном сайте Республиканского медиа-центра Саха-Медиа, а также на YouTube-канале Саха-Медиа и YouTube-канале Агентства Центр. Все будет происходить в прямом эфире, ну а для того, чтобы открыть наше заседание жюри, мне бы хотелось передать слово главному архитектору Республики Саха-Якутия Ирине Дмитриевне Алексеевой. Разрешите поприветствовать всех участников нашего конкурса, организаторов конкурса в лице Агентства стратегического развития «Центр», членов жюри, которые работают с нами уже начиная с ноября месяца. Хочется поблагодарить в первую очередь, конечно же, Институт развития Дом РФ за возможность провести конкурс масштабный на уровне всей страны. И Фонд будущих поколений, благодаря которому мы вообще имеем возможность проводить подобного рода мероприятия, потому что это, пожалуй, самый масштабный конкурс в истории нашего города в части проработки пространственного планирования столицы Республики Саха-Якутия. Поэтому вот та возможность, которая сегодня у нас есть, это возможность работать с лучшими экспертами в стране, с лучшими проектными компаниями, и в том числе огромная возможность для местных специалистов, потому что, еще раз хочу выразить благодарность организаторам нашего конкурса. Каждый раз, проводя подобные мероприятия, мы ставим одним из главных условий взаимодействия местных специалистов, архитекторов, проектных компаний. А сегодня у нас в конкурсе участвуют в составе консорциумов и представители научно-исследовательских организаций, людей, которые работают в сфере строительства в Республике Саха-Якутия. И это возможность и получить опыт, и работать, как я уже сказала, с лучшими экспертами в стране. И, конечно же, тот потенциал, который нарабатывается, потом использовать для развития нашей республики. Те ожидания, которые мы, как члены жюри, озвучивали, вот сейчас прозвучали в ролике, мы уверены, что сегодня мы получим ответы на наши вопросы. И самое главное, как сказал Евгений Николаевич Григорьев, мэр нашего города, для жителей республики, для инвесторов, для застройщиков, которые работают на территории нашего города, сегодня появится возможность все-таки визуально увидеть те стратегические направления развития, которые определены и стратегией социально-экономического развития столицы Республики Саха-Якутия, и указом главы о социально-экономическом развитии города Якутска. На самом деле, это понятно, мы начинаем не с чистого листа, мы работаем в тех приоритетных направлениях развития экономики, которые сегодня определены правительством Республики Саха-Якутия. Очень четко в указе главы прописаны о развитии города Якутска. И сегодня вот те конкурсные работы, которые представлены, скорее всего, нам еще дадут дополнительные какие-то направления, взгляд со стороны того, как наш город должен развиваться. Поэтому желаю успехов нашим финалистам, желаю успешной работы членам жюри. И мы все с нетерпением ожидаем результатов нашего конкурса. Спасибо. Большое спасибо. А эта работа приходила при тесном взаимодействии с Минвосток развития, и нам очень приятно, что с нами на связи член жюри, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Маратович Шамюнов. Передаю вам слово, Марат Маратович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, я хотел напомнить, что город Якутск действительно, во-первых, особый город. У него очень много своих уникальных возможностей. Ну и также есть очень много вызовов, с которыми сталкиваются регулярно люди. И нам бы очень хотелось, чтобы те проблемы, которые и накопились, и, возможно, которые мы видим уже в обозримом будущем, мы могли эти проблемы устранить и, так скажем, создать лучшие, комфортные условия для жизни людей, для развития экономики, для привлечения инвестиций
развития туризма и многих-многих других новых направлений развития. Эта работа для нас крайне важна, и была она инициирована в рамках Восточного экономического форума 2021 года, на котором президентом Российской Федерации по его поручению появилась задача разработать мастер-планы городов Дальнего Востока. И город Якутск – один из таких городов. Поэтому мы надеемся, что подготовленные предложения будут не просто набором, так скажем, инициатив, а эти инициативы в самое ближайшее будущее получат экономическую оценку, и все эти задачи будут реализованы, а те мечты о лучшем городе на планете, так скажем, для проживания жителей в условиях вечной мерзлоты превратятся в реальность. Поэтому я надеюсь, что вот сегодняшняя наша встреча – это тот шаг, который нас приближает вот к реализации этой задачи и будет реализована уже в конкретных проектах в самое ближайшее будущее. Спасибо. Благодарим вас, Марат Маратович, и на протяжении всего конкурса, начиная с исследований и выработки задания и до сегодняшнего дня, его партнером выступал Дом РФ, и с нами на связи Антон Владимирович Финогенов. Мне бы хотелось передать ему слово. Добрый день, коллеги. Слышно меня? Да. Ну, во-первых, я бы хотел, конечно, ответно поблагодарить Республику Саха-Якутия за принципиальность, потому что вот это желание провести разработку на основе принципа конкурентности, оно многого стоит, оно позволяет получить действительно другого уровня работы, чем если бы просто это был принцип найма одного подрядчика, который бы занимался мастер-планом. И я уверен, что Якутск, как город, с одной стороны, огромного потенциала, фактически самый быстро растущий на территории Дальневосточного федерального округа, но с другой стороны, город очень сложный с точки зрения комбинации культурных особенностей, экономических, инженерно-геологических. И вот это требует как раз такого системного подхода к проектированию, а именно Всероссийский федеральный конкурс градостроительный такой системный подход и дает. Поэтому путь действительно пройден уже немалый. От момента, когда мы начали с республикой обсуждать этот конкурс, до сегодняшнего дня прошло уже более года. И, конечно, я тоже нахожусь в предвкушении от тех работ, которые хочется поскорее посмотреть. И очень надеюсь, что будет реализовываться принцип, что, несмотря на то, кто победит в этом конкурсе, интересные, сильные идеи будут взяты для дальнейшей проработки у всех трех финалистов. Так что я рассчитываю на сильные предложения услышать у всех трех команд. В общем, интересного нам дня. Спасибо. Благодарим вас, Антон Владимирович, а мы переходим к оглашению регламента. Уважаемые коллеги, у вас на столах расположены бюллетени. Для тех из вас, кто находится сегодня очно в этом зале, просим вас, пожалуйста, подписать их, оставить подпись и полное фамилия, имя, отчество. Голосование будет осуществляться на основе бюллетеня. Для наших онлайн-участников я напоминаю, что им также направлены бюллетени в электронном виде и потребуется предоставить их сканированную копию для того, чтобы они участвовали в подсчете голосов. Наше жюри проходит в гибридном формате. Часть участников присутствует офлайн и часть участников онлайн. Внутри бюллетеня вы найдете всю необходимую информацию о критериях оценки, их разбаловки и тому, какие баллы могут соответствовать
соответствовать каким значениям. Здесь представлены не только критерии, но также индикаторы, которые позволят вам сориентироваться. Вы уже видели их раньше, а основаны они методически, собственно, на основе технического задания, которое было выдано финалистов. И, соответственно, сообразно этим критериям, связанным с техническим заданием, мы будем оценивать работы. Максимальный балл, который может набрать команда, общий балл 44. Мы любезно напоминаем вам о уже устоявшейся практике. В процессе вы можете делать пометки карандашом. В конце вам необходимо будет внести все данные ручкой для того, чтобы бюллетень был действителен. Мы рекомендуем вам вносить пометки непосредственно во время рассмотрения работ, а в конце бюллетеня вы найдете зону для заметок, где вы в том числе можете оставить ваше особое мнение в случае, если бы вы хотели, чтобы оно было внесено в протокол итогового заседания после подведения итогов и опубликовано. Мы также еще раз напоминаем вам, что и рассмотрение работ, и наша с вами дискуссия будут идти в прямой трансляции на официальном сайте Республиканского медиацентра «Саха-Медиа», а также YouTube-канале «Саха-Медиа» и агентства «Центр», где все смогут неравнодушно наблюдать и комментировать все происходящее. В том числе наши финалисты могут следить за ходом нашего заседания вплоть до подведения итогов. Итоги будут объявлены на пресс-конференции сегодня же в этом зале. Мы перейдем к небольшой презентации. Я попрошу ваше внимание на экран. Напомним, что инициатором конкурса выступает правительство Республики Саха в партнерстве с АО «Дом РФ», окружной администрацией города Якутска, целевым фондом будущих поколений Республики Саха-Якутия в качестве заказчика. Оператором выступает агентство стратегического развития «Центр». И также нам хотелось бы особенно отметить, что данный мастер-план, данный проект является участником программы реновации городов Дальнего Востока по подготовке 25 мастер-планов Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. И с нами сегодня на связи и Минвосток развития, и КРДВ, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Они примут активное участие в нашем заседании и обсуждении. Целью нашего конкурса была объявлена разработка мастер-плана города путем проведения открытой процедуры. Участниками могли выступать профессиональные организации в области комплексного развития территории, городского планирования, архитектуры, проектирования, а также организации, осуществляющие деятельность в области экономики, финансов и контентного программирования. Конкурс был объявлен открытым, всероссийским, двухэтапным, и хотелось бы особенно отметить, что это национальный конкурс. Он был объявлен всероссийским. Как вы знаете, до недавнего времени все конкурсы на мастер-планы носили международный характер или проходили с международным участием, и вот именно здесь, в Республике Саха-Якутия, стало ясно, что наступил момент, когда экспертиза и знания, накопленные российскими участниками, достаточно конкурентны, и мы можем провести национальный конкурс, получив результат не ниже уровнем, чем те, которые до этого мы видели в международных конкурсах. Сам конкурс был объявлен, и весь проект был объявлен 17 ноября, после чего стартовал онлайн-опрос жителей Якутска, затем была запущена конкурсная процедура. Все финалисты побывали в Якутске очно, они прилетали сюда в рамках установочного семинара и, что называется, на земле работали с местными экспертами, городом, регионом и всеми заинтересованными лицами. После, собственно, отбора на первом заседании жюри мы с вами получили 3 консорциума финалистов, которые состоят из обширных по своему составу команд, куда в том числе вошли местные эксперты. Каждая команда содержит в своем составе институции и экспертизу, представляющие Республику Саха. Уже сегодня мы с вами находимся в финальной точке, 13 июля, и после заседания жюри мы с вами подведем итог. Распределится не только первое, но второе и третье место. И, как вы видите на экране, призовой фонд также распределится сообразно тому месту, которое займет команда по итогам рассмотрения жюри. Общий призовой фонд составляет 9 миллионов 100 тысяч рублей.
В рамках второго этапа, в рамках разработки конкурсных предложений, нам будут предложены, собственно, сами конкурсные предложения, осуществлен выбор финалистов, состав конкурсного предложения мы осветим чуть позже, ну и статистика уже прозвучала в нашем видеоролике. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что конкурс охватил самые разные регионы, и мы получили с вами 8 консорциумов и 3 индивидуальные заявки на первом этапе и 3 консорциума, собственно, на втором, которые представлены у вас на экране. Первый консорциум под лидерством Института генерального плана Москвы, второй консорциум под лидерством Мастерс План и третий консорциум под лидерством IND Architects. Вы видите, какой обширный состав команд входит в каждый из этих консорциумов, какая большая была проделана междисциплинарная работа при подготовке мастер-плана. Ну и мне бы хотелось, чтобы мы остановились также на аналитической составляющей. Здесь я передаю слово Марии Седлецкой, руководителю аналитической группы компании «Центр», для того, чтобы она немного рассказала о том, какая была проделана предварительная работа. Важно остановиться на тех выводах, которые мы сделали по результатам комплексного аналитического исследования. Для каждого из блоков пространственного, социально-экономического, блока развития третичного сектора экономики мы сформулировали перечень задач. И именно на основе этих задач мастер-плана сформировали техническое задание. И все проекты, которые мы сегодня рассмотрим, в целом они все опираются на результаты и выводы исследования. Но задача финалистов была выделить, во-первых, точки роста, обосновать эти точки роста и уточнить перспективы развития каждого из населенных пунктов в составе городского округа и административных районов Якутска. 5 ключевых принципов, которые были выделены, и нам важно сегодня при оценке держать их в голове. Это формирование среды нового качества, это сбалансированность сценария в части выравнивания диспропорций развития различных населенных пунктов и административных территорий внутри городского округа, это адаптивность к особым климатическим условиям, выполнение исследования стратегическим целям и миссии города Якутска как лучшего города в мире в районе вечной мерзлоты и этапность реализации с выделением как краткосрочных, быстрых побед, так и долгосрочных, среднесрочных и долгосрочных мероприятий, следования трендам долгосрочным. И важно с точки зрения обоснования точек роста долгосрочная устойчивая перспектива развития этих точек роста. В рамках исследования мы также делали акцент на мнении жителей, и один из индикаторов в составе критериев, в критерии предпосылки комплексного развития, это учет мнений жителей и ключевых стейкхолдеров. Ну, собственно, практически все финалисты уточнили эти данные по результатам собственных исследований в социальных медиа и проведению интервью. Нам тоже важно это учитывать, какие сегодня инициативы были высказаны горожанами и ключевыми стейкхолдерами. Состав материалов технического задания, которые сформировали в результате альбома конкурсного предложения, это 5 масштабных разделов от комплексной оценки ключевых предпосылок, задач, проблем к выбору сценария, ключевой идеи. Далее блок мероприятий территориального развития уже дробится на различный масштаб. От масштаба городского округа в целом до города Якутска с выбором перспективных административных территорий и, соответственно, с оценкой потенциала их перспективного развития. Здесь внутри было важно, во-первых, оценить градостроительный потенциал каждого из административных районов. Это автодорожный округ, промышленный, Сайсарский и строительный округ. И оценить потенциал усиления связности между этими территориями, как транспортные, так и социокультурные, трудовые взаимосвязи внутри. И далее уже финалисты работали с перспективными приоритетными территориями КРТ, комплексного развития. Это 3 площадки плюс парк культуры и отдыха. Для этих территорий разрабатывались объемно-планировочные и ландшафтно-архитектурные решения. Участники не были ограничены выбором этих площадок, они также могли предложить с учетом обоснования дополнительные территории и для них проработать весь комплекс, требуемый техническим заданием. Ну и, соответственно, блок финансово-экономической модели с оценкой социальных, бюджетных эффектов и взаимоувязкой всех мероприятий в рамках единой дорожной карты.
Ну и блок конкурсных критериев включает в себя как оценку комплектности, то есть соответствие по составу и по содержанию материалов требованиям технического задания, так и обоснованность и оригинальность ключевой идеи в блоке предпосылок с учетом соответствия миссии, стратегическим задачам, комплексу проблематики и мнений жителей. Далее оценка оригинальности и обоснованности идеи, которая дальше должна отражаться в предложенных мероприятиях территориального развития. И, соответственно, в оценке детализированных архитектурно-градостроительных решений первоочередных площадок КРТ с оценкой критичного сектора экономики и в целом обоснованности затрат и реалистичности, реализуемости решений. Конкурс открытый, поэтому следить за ним можно на официальном сайте masterplan-yakutsk.ru. Все работы также опубликованы будут на нем после заседания жюри. Каждый сможет с ними ознакомиться. Вы видите на экране QR-код. Я попрошу, может быть, вернуть его еще раз на экран, наведя свой телефон, на который вы окажетесь на информационном ресурсе нашего сайта. Также работала горячая линия, адрес электронной почты, любой желающий, и дальше сможет следить за развитием этого уникального проекта. А я напоминаю, что у каждого из вас на столах расположен планшет, на котором содержится в электронном виде полная информация о каждой работе, включая альбом, который содержит подробную информацию каждого из финалистов, и техническую экспертизу, подготовленную агентством стратегического развития «Центр». Вы можете обращаться к этим материалам в процессе, а сами финалисты представят вам, конечно же, более короткую, акцентированную версию своей работы, смогут защитить ее и ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Есть ли у уважаемых членов жюри какие-то вопросы или уточнения по регламенту или процедуре? Прошу вас, Яков Ананьевич, извините. Добрый день, уважаемые коллеги. Сергей Андреевич, вот сценарий комплексного развития, да, вторая оценка. Там, если суммировать, 19 получается тут. Вот здесь, на первой странице, лист номер 1. В последнем индикаторе, скорее всего, опечатка. Оригинальность дизайн-кода здесь 0,2. Давайте внесем этот комментарий сразу у всех членов жюри. Первая страница, последний индикатор не 0,3, а 0,2. Все, спасибо. Вопросов больше нет. А, кстати, по планшету, вот где можем смотреть? Там есть красная кнопочка прямо на экране. Она откроет архив всех материалов. Да. У меня один альбом открывается. Да? Коллеги, подойдите, пожалуйста, к Якову Ананьевичу, помогите открыть полный архив для удобства. Благодарим вас за ценный комментарий. Это позволило нам избежать ошибки при подсчете. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы, комментарии, уточнения? Если никаких вопросов и комментариев больше нет, мы с вами можем приступить к рассмотрению конкурсных предложений. Еще раз напоминаю вам, любезно, пожалуйста, вносите свои комментарии в бюллетень по ходу рассмотрения, для того, чтобы не упустить важные составляющие работы. Каждая команда сможет представить свою работу в течение 30 минут, и у нас с вами будет 20 минут на сессию вопросов и ответов для того, чтобы из первых уст услышать уточнения и комментарии команд. Итак, первая команда, которая представит нам свое конкурсное предложение, это консорциум под лидерством Института генерального плана Москвы. Удивительный, самобытный, контрастный. Все это про Якутск, город, аналогов которому нет не только в России, но и на всей нашей планете. Это самый крупный в мире населенный пункт, расположенный в зоне вечной мерзлоты.
Но сюда все больше стремятся люди изо всех близлежащих земель. Ведь город буквально на глазах становится крупнейшим центром развития новых технологий и современных тенденций. Именно здесь делают уникальные открытия в аграрной сфере, разрабатывают видеоигры, развивают туризм, снимают знаменитое на весь мир кино. И все это идет рука об руку с традиционной культурой и обычаями, уходящими корнями в далекие времена, в самую древность. Я свой город люблю, потому что я здесь родилась, я здесь выросла, и у меня такие очень теплые чувства к своему городу. Мы как бы идем в ногу со временем, но при этом вот есть некоторые проблемы. Очень быстро выходят из строя многие асфальтовые дороги. У нас стоит проблема водоотведения. 1-2 дня дождь льет и заполняются водой наши центральные улицы. Нету досуга для молодежи. Вот. Наш город Якутск, он такой немного безликий. У него нет своей индивидуальной фишки, какой-то особенности. И вот очень хотелось бы, чтобы в современном моем городе, да, вот были решены эти проблемы. Перед северным мегаполисом стоит немало сложных вопросов. В первую очередь, это специфические условия для развития градостроительства. Но мы считаем, что у каждой задачи есть свое решение. В этом случае это бренд под названием Крио, такой же не похожий ни на что, как и сам Якутск. Итак, бренд Крио. Это полномасштабный проект, который затронет все аспекты развития города. Это и культура, и архитектура, и гастрономия, и технологии, и туризм. Везде будут созданы исключительные новые продукты. Наша Крио-идея умещается в 4 стратегии. Первая стратегия касается развития экономики и самореализации жителей. Якутск уже становится экономически независимым и финансово самодостаточным. Исходя из имеющегося опыта активных жителей города, видно, что они готовы претворять свои мечты в жизнь в своем родном городе. Поэтому второе направление стратегии подразумевает поддержку горожан со стороны местных органов власти. Это касается любых позитивных и полезных инициатив, которые проверены на местном уровне и доказывают свою жизнеспособность. Третье. Главное и самое всеобъемлющее – это комфорт жизни в условиях Крайнего Севера. Даже закаленным людям хочется уюта и тепла. Причем не только в своих квартирах, но и во всем городе. Мы предлагаем продвижение технологий криоархитектуры, создание всесезонного комфортного городского пространства и постройку доступного жилья. При этом обязательным условием будет сохранение грунтов вечной мерзлоты. В 4-й стратегии развития инфраструктуры города мы собираем и адаптируем самое лучшее. Это хорошие долговечные дороги без пробок, теплые остановки, удобные тротуары и ливневки, широкие мосты. Кстати, такой мост уже строится в Якутске. Он существенно улучшит жизнь всех горожан, и путь до железнодорожного вокзала, а в перспективе и до грузового порта, станет намного удобнее. Решить проблему связности внутри города, ускорить трафик и повысить уровень безопасности пешеходов должна полукольцевая структура автодорог. А реновация уже существующего городского ландшафта поможет укреплению и развитию экосистемы. Попутно решаются проблемы инфраструктуры и благоустройства. Исторический центр сможет расшириться. Мы стремимся сохранять компактность города. По нашему плану, центром будущего Якутска может стать территория 67-го и 68-го кварталов. Набережное озеро и канал будут благоустроены, появится национальный парк. А еще центр Якутска сможет расшириться к реке за счет намывных территорий. На них будет построен жилой микрорайон. Появится бульвар со всесезонными павильонами, крупномерными деревьями и благоустроенной набережной. На одном из направлений Вилюйского тракта в Сайсарском округе можно запланировать еще один новый жилой район. Он станет логическим продолжением исторического центра. На юге города появится зона с малоэтажными коттеджами и этнопарком. Развитие коснется и парка Гагарина. Там появится криорекреационный центр с аквапарком и экспозиция перспективных технологий в сфере строительства. Мы верим в бренд под названием Крио, потому что он отражает уникальность города, его яркость и самобытность. При правильной огранке алмазы, добытые в Якутии, могут осветить самую черную ночь. Но есть еще кое-что, способное озарить любую тьму. Это люди. Их светлые идеи, души и умы. И именно их сияние дает большую надежду на безграничное развитие Якутска. Республика Кин, Куаратын Чаглхайкерскеле, Сахасерин Барамат Байегар.
Спасибо огромное. Уважаемые члены жюри, позвольте сегодня презентовать мастер-план городского округа город Якутск, разработанный консорциумом под руководством Института генерального плана Москвы. Мы начнем с коротких тезисов результатов комплексной оценки городского округа, первым из которых является анализ положения на федеральном уровне. Оно характеризуется определенной степенью изолированности от основной части Российской Федерации, что является предпосылкой, даже требованием к увеличению самодостаточности, в том числе в сферах, связанных с продовольственной безопасностью и строительной отраслью. Анализ демографических трендов развития города позволяет нам смело утверждать, что Якутска есть все шансы расти дальше, и в перспективе 20 лет он может достигнуть населения в 460 тысяч человек. С одной стороны, это важная предпосылка, но это также вызов, потому что в сложных условиях Якутск не может себе позволить расти за счет неквалифицированной миграционной силы, рабочей силы. Будущие жители Якутска должны быть способны участвовать в перспективной экономике. Мы проанализировали отраслевой паспорт экономики Республики Саха и определили в нем звенья, где можно сегодня предложить обоснованные драйверы дальнейшего развития. В основном это элементы постиндустриальной экономики, направленные на развитие человеческого капитала. Основными вызовами в социально-экономическом развитии сегодня являются высокий уровень безработицы, низкая доля малых и средних предприятий, а также необходимость поддерживать мероприятиями мастер-плана текущие миграционные темпы прироста внутрирегиональной и межрегиональной миграции. Сегодня перед Якутском стоит, возможно, самая сложная задача градостроительного развития в нашей стране. С одной стороны, в условиях непрерывного роста и по населению, и по развитию территории города, с другой стороны, в условиях очень сложных климатических. Фактически каждый сезон города обладает определенными вызовами, которые накладывают обременение на условия проживания в городе, на условия строительства. Это и сильные заморозки, и длинные периоды частого перехода через температурный ноль, вопросы, связанные с пылью и высокими температурами летом. В связи с этим мы посвятили достаточно большое внимание в нашей комплексной оценке вопросу качества среды. С одной стороны, мы произвели оценку больших данных социальных медиа, в том числе с помощью нейронных сетей мы проанализировали фотографии сервиса ВКонтакте, чтобы определить, какие общественные пространства сегодня наиболее популярны, какие из них используются интенсивно. С другой стороны, мы применили методику, которая отточена у нас уже годами, фактически на базе зарубежных опыта. Это методика оценки функциональной насыщенности территории города, которая анализирует 15 основных групп объектов, направленных на основные нужды жителей города. Сами нужды города мы тоже для себя решили уточнить, поэтому провели свой собственный опрос, в рамках которого более 100 респондентов дали нам в районе 340 комментариев, предложений в проблематике, которое все было положено на карту и стало ориентиром для последующих мероприятий мастер-плана. Неудивительно, основные желания жителей связаны в первую очередь с рекреационными пространствами рядом с домом, с чистотой в городской среде и с инфраструктурой, а также с единым обликом и брендом будущего города. Для того, чтобы понять, как ответить на эти нужды, какие есть у города ресурсы сегодня, мы произвели оценку планировочных ограничений и в том числе зон с особыми условиями использования территории. Такая оценка позволила нам определить площадки для размещения различных функций, в том числе с учетом многочисленных ограничений, которых в Якутске достаточно немало. Это и приаэродромные территории, и зоны подтопления, и в том числе большие территории лесного фонда. Основными вызовами пространственного развития, чтобы подытожить, являются климатические особенности, в том числе букет проблем, связанных с вечной мерзлотой и сфере инфраструктур. Это повышенная изнашиваемость инженерной и транспортной инфраструктуры. Это повышенные требования к благоустройству и озеленению, а также вопросы, связанные с функциональной самодостаточностью периферийных районов города. Изначально с самого, скажем так, старта проектирования мастер-плана в основе нашего подхода лежало понятие человекоцентричного мастер-плана, что в принципе схоже и синхронно с теми стратегическими направлениями, которые сегодня перед собой ставит сам город. Фактически достижение статуса лучшего в мире города для жизни на вечной мерзлоте. Для того, чтобы оценить это стратегическое направление, мы произвели достаточно детальный анализ всех городов, которые сегодня располагаются на вечной мерзлоте, всех крупных населенных пунктов, и пришли к выводу, что уже сегодня Якутск фактически во многих аспектах превосходит эти города и является по своей сути уникальным городом без аналогов в мире.
В связи с этим мы поставили себе задачу дополнить первостепенную миссию вторым компонентом, и здесь мы обратились к анализу уникальной идентичности Якутска, что делает его особенным на федеральном уровне. И уже сегодня идентичность Якутска достаточно многогранна, она включает в себя историю, культуру, природу и в том числе особенности национальной идентичности народов, проживающих в Республике Саха. У перспективной идентичности есть в том числе и вызовы, первым из которых является, естественно, рост. Мы понимаем, что будущие 100 жителей Якутска – это будут не только жители, рожденные в Республике Саха, это будут новые жители, которые должны будут гармонично интегрированы в будущее общество города. Вторым вызовом является, конечно, работа с климатическими особенностями, в том числе особенно с вечной мерзлотой и капитализация этих особенностей, превращение их в некий экспортный продукт. Ответом на эти вызовы по предложению нашего консорциума является понятие криокультуры. Что же такое криокультура? Это фактически особый образ жизни, объединяющий аутентичную рекреацию, гастрономию, туризм, архитектуру, дизайн, благоустройство в единый бренд. Фактически экспортный продукт, который будет привлекать людей, за которыми поедут и туристы, и инвесторы, и будущие жители города. Таким образом, главная идея мастер-плана строится из двух компонентов. Первое – это улучшение условий комфортного проживания, то есть Якутск – лучший для жизни город на вечной мерзлоте. А второе – это продвижение уникальной идентичности города, то есть Якутск – столица криоархитектуры России. Данные идеи были положены в виде стратегий, которые включились в все направления и целевой показатель, разработанные ранее в городе, но в том числе были дополнены нами новыми целями, ориентированными на достижение этих миссий. Для того, чтобы реализовать указанные стратегии, существует множество сценариев, которые мы анализировали на первых стадиях разработки мастер-плана. В результате итоговым сценарием, который мы выбрали для себя, является тот, который обладает 4 основными характеристиками. Первое – это соразмерность, компактность в условиях крайнего севера. Второе – это высокотехнологичность, в том числе интеграция важных смарт-систем, которые необходимы для мониторинга и поддержания города. Третье – это самобытность и все, что связано с идентичностью. И последнее – это открытость. Данные критерии, положенные на карту, фактически являются лекалом будущего мастер-плана. Основное внимание, конечно же, уделяется компактному центру, историческому центру Якутску и расширению его границ на запад, восток и юг, но при этом все населенные пункты городского округа имеют также свои функциональные и культурные сюжеты, которые позволяют говорить о том, что каждая часть территории городского округа является общей полицентричной системой развития. В основе самореализации будущей личности лежат принципы криокультуры, которые проявляются в том числе через развитие облика среды, а также через новую событийную программу, развитие кино, фэшн-индустрии и культуры и моды. Также городская среда преобразится в соответствии с принципами криоландшафта. Здесь мы предложили определенные принципы, в том числе использование геопластики, которые позволяют создать сложный рельеф в городе и в том числе сажать на иных видах грунтов, сажать новые растения. Также мы предлагаем различные использования крытых переходов, разведение пешеходных и транспортных потоков и новые формы в городской среде, в том числе павильоны и мафы. Отдельно мы проанализировали рекомендации ботанического сада Якутска и в том числе составили на базе них принципы криодендрологии, то есть тот перечень озеленения и видов мхов, которые фактически при посадке в городе смогут компенсировать первостепенную проблему пыли, то есть это поверхности, которые будут с одной стороны закрывать открытые грунты, а с другой стороны будут абсорбировать излишки пыли. Для того, чтобы гуманизировать саму среду, мы предложаем ряд принципов решений, связанных с биодинамическим освещением, то есть различными формами и колористикой освещения в соответствии с циклом человека. Это установки, ориентированные на защиту от насекомых, и в том числе всесезонная навигация с ночной подсветкой. Вот так выглядит ориентировочный облик архитектурной среды в соответствии с мастер-планом. Фактически это принципы криоархитектуры, которые предполагают многообразную жилую застройку, морфотипы среднеэтажных, галерейных, секционных домов, урбан-вилл, в основном этажности 12-14 этажей. На крышах домов располагаются зеленые кровли, которые также помогают абсорбировать излишки пыли. А внутренние дворы жилых групп сформированы, их ландшафтное решение сформировано в соответствии с рисунками, которые мы почерпнули из окружающей природы, в том числе вдохновлены и территориями, прилегающими к Якутску, и природой Республики Саха.
Понятно, что новая среда должна выражаться не только в архитектурном облике, она также должна быть снабжена новыми инженерными решениями. Здесь мы предлагаем ряд принципов, связанных с инженерной инфраструктурой. Это и закольцовывание ресурсных сетей, в основном это водоснабжение и теплоснабжение, при котором ресурсы из одного контура могут повторно использоваться в другом контуре. То есть ресурсы, использованные вода в жилой среде, может быть впоследствии использованы для орошения или же в производственных территориях. Важным аспектом, который мы хотели бы выделить отдельно, является интеграция систем умного города, потому что в условиях сложной климатической нагрузки, при которой каждая авария на транспортных системах, инженерных системах может стоить очень дорого, важно устанавливать системы мониторинга, которые позволяют вовремя выявить предпосылки для появления каких-то изъянов и аварий в городе. Теперь, переходя от принципов уже к конкретным решениям, мастер-план выстроен в соответствии с структурой по разным масштабам. Есть предложения для городского округа, для непосредственно города Якутска и более детальные. Начнем мы с уровня практически агломерационного, потому что мы понимаем, что появление моста фактически крепко свяжет территорию Якутска с противоположным берегом, на котором сегодня тоже есть огромные предпосылки для развития. Объединение железнодорожных, транспортных, автомобильных, морских и авиационных логистических путей в районе Нижнего Бестяка фактически является большой предпосылкой, который может привести, что там также появятся новые жилые районы и общественные зоны. Поэтому наша задача в рамках мастер-плана Якутска обеспечить повышенную связанность с этими территориями. В том числе мы поддерживаем строительство автомобильного моста и организацию скоростной автомобильной дороги от моста до южной части Якутска, которая свяжет непосредственно территории противоположного берега с центральной частью Якутска. Для всего городского округа была разработана подробная карта городских политик, фактически выполненная с точностью до земельного участка. Эта карта содержит все данные, в том числе о новом освоении, о трансформации территории, реновации жилых зон, в том числе о территориях, которые должны быть подвержены капитальному ремонту, и о развитии природного каркаса. Говоря о природном каркасе, здесь, используя данные, собранные о социальных медиа и проанализированные с помощью нейронных сетей, мы фактически дали дополнительные политики для различных частей природного каркаса, в том числе для непосредственно центральной части исторического центра и для территорий, которые прилегают к реке Лена, и отдельно для особых охраняемых природных территорий. Вкупе с новыми общественными зонами природные территории формируют социокультурный каркас города Якутска. И здесь можно видеть, что этот каркас фактически равномерно распределен, то есть он не только сконцентрирован в центральной части города, но также он располагается и в каждом населенном пункте, есть отдельные центры, и в том числе есть определенные площадки за пределами населенных пунктов, которые могут стать местами пребывания выходного дня и отдыха. Основные показатели развития городского округа. Здесь мы планировали не только в перспективе до 30 года, но фактически и далее. Эти показатели могут быть отчасти казаться завышенными, но на самом деле они строятся на текущих трендах. Например, строительство жилищного фонда мы предполагаем, что к 30 году будет реализовано в районе 3 миллионов квадратных метров жилья, к 2042 году будет реализовано 7,7 миллионов квадратных метров жилья, что в принципе соответствует приросту ввода нового жилья на одного человека сегодня в Якутске. Говоря о рабочих местах, на весь срок реализации мастер-плана мы планируем 70 тысяч новых рабочих мест с 31,6 тысячами до 2030 года. Мастер-планом предполагается большое развитие уличной дорожной сети в районе 180 километров, но опять же, учитывая, что Якутск сегодня стоит 20-30 километров в год, это является вполне резонной цифрой для развития города в будущем. Переходим к решениям, связанным непосредственно с населенным пунктом города Якутск, которые были проработаны более детально, чем для уровня городского округа. Здесь основным тезисом является основание для всех последующих решений – это приоритетная транспортная инфраструктура. Сегодня у города есть определенные проблемы, связанные с тем, что есть только 3 въезда в город, которые часто являются перегружены. Здесь мы предлагаем систему из 2 полуколец. Одно – это объездная дорога, которую наши специалисты фактически проверили на уровне 500-ки, то есть проползали по карте и посмотрели, где можно проложить этот коридор. А второе является идея, которая существует в городе уже достаточно давно, это внутригородское полукольцо, которое мы предложили уточненную планировку, которая минимизирует изъятие земельных участков. Вкупе эти мероприятия создают
гармоничную и достаточно оптимальную систему поперечных и продольных связей, которые позволяют потокам перераспределяться и снижают нагрузки на основные въездные магистрали. Также эта система является основанием для последующих точек роста. В перекрестии каркаса появляется потенциал для развития новых общественных центров, которые также могут снять нагрузку с исторического центра города, для развития новых жилых территорий, которые раньше были очень удалены от центра, а теперь имеют дополнительную доступность. Нами предлагаются мероприятия «Инженерная схема», направленная на снятие ресурсных ограничений с территории города. Она включает реконструкцию и строительство новых электрических подстанций, перспективное строительство нового водозабора, а также организация повышения эффективности систем теплоснабжения. Отдельно хочется сказать про водоснабжение. Здесь мы предложили систему, которая в том числе включает в себя открытые бетонные лотки. И есть инструменты, предложения, связанные с поэтапным прогревом этих лотков в сезон оттаивания снега, чтобы увеличить проходимость талых вод. Соответственно, большую роль в этой истории играет в том числе система внутренних городских каналов. Также система водоотведения может, в соответствии с принципами криоархитектуры, она может стать фактически продолжением, проводником зелено-голубого каркаса в городскую среду Якутска. В рамках реализации принципов человекоцентричного мастер-плана мы предлагаем систему теплых остановок, которые являются оплотами северного стрит-ритейла. Там располагаются фактически автоматизированные вендинг-системы, которые являются небольшими всесезонными крытыми общественными пространствами в различных частях города. Говоря о городских округах, в рамках технического задания мы проработали 4 округа. Совсем кратко. В автодорожном мы предполагаем в первую очередь развитие перспективного центра, нового центра современного города, реновацию южной промзоны, развитие микрорайона Звездный и прилегающих частей, а также мы выделили в частном секторе небольшие незанятые участки для размещения объектов обслуживания и развития природно-рекреационного каркаса. Для промышленного округа в первую очередь мы поддерживаем мероприятия по трансформации речного порта, но мы также предлагаем продолжать эту трансформацию на север, в том числе рядом с появлением перспективного куска транспортного полукольца мы предлагаем территории, которые также могут стать новой жилой и общественной застройкой. Также предлагается реновация северной промзоны. Для района Строительный, который фактически является такой рамкой у Центрального парка Гагарина, основным предложением является продолжение рекреационных маршрутов, один из которых приходит в реновируемую западную промзону, в рамках которой появляется общественный центр на Вилюйском тракте, но также перспективная площадка демонстрации технологий, связанных с экономикой будущего города. А второй маршрут, который уходит на северо-восток, он приходит в 2, 14, 17 квартал, где мы предлагаем проект реновации, ориентированный на сегодняшнее ограничение аэропорта, и также предлагаем общественный объект, аквапарк, ориентированный на нужды жителей. И последний, 4-й район городской округ, это Сайсарский округ. Здесь его можно условно разделить на две половины, одна из которых прилегает к улице Лермонтова и Вилюйскому тракту. Это зона поэтапной трансформации и присоединения к центральной части города. Фактически уже сегодня там есть проекты КРТ, но нами предлагаются дальнейшие площадки. А вторая часть – это частный сектор, где мы также обнаружили резервы для размещения рекреационных объектов, небольших скверов и объектов обслуживания. Для всех районов был разработан дизайн-код, он был основан на анализе верникулярности районов, то есть мы спросили жителей, как вы видите сегодня границы современных районов, мы положили на эти данные основные типологии городских ландшафтов, проанализировали основные яркие примеры этих ландшафтов и также проанализировали мировые принципы, связанные с тем, что мы понимаем под криоархитектурой. Например, важным примером для нас стал институт Свалбарда, архитектура которого продиктована параметрическим анализом, направленным на сокращение снеговых нагрузок, ветровых нагрузок. То есть это архитектура, приспособленная для климата, в котором она располагается. Также мы посмотрели, какие могут быть инженерные решения, применимые в Якутске, какие могут быть решения материаловедения. И все это стало в результате основой для производства дизайн-кода, который включает в себя в том числе принципы формообразования, как должны выглядеть фасады, как должна быть кровля, как должно быть организовано внутридворовое пространство. Оно частично крытое, чтобы также обеспечить необходимый комфорт, самые низкие температуры. Для фасадов разработана колористика, в основном она выполнена в теплых, скажем так, золотистых цветах. Также придумана ритмика фасадов, как они должны выглядеть. То есть это именно те принципы, которые мы понимаем под криоархитектурой будущего.
И также в соответствии с техническим заданием был произведен дизайн-код непосредственно малых архитектурных форм и навигационной политики для каждого из округов. Переходя на самый детальный уровень, поговорим о приоритетных проектах, главным из которых является 68-й квартал, новый центр современного города. Здесь мы фактически предлагаем использовать также территорию ипподрома, которая находится западнее автодорожного шоссе. На ней предлагается разместить новую национальную библиотеку, фактически крупный научно-образовательный центр из 7 корпусов. Севернее него располагается киноцентр, который станет фактически настоящим оплотом креативной индустрии в центре города, то есть это и склады, и мастерские, и зоны производства непосредственно кино. А западнее автодорожного шоссе предлагается размещение торгового центра крупного для поддержания нужд жителей, размещение уже запланированного объекта СВФУ и, соответственно, создание биоцентра и дата-центра, ориентированного на научные отрасли. Соответственно, так мог бы выглядеть киноцентр, торговый центр, национальная библиотека. И также одним из объектов является квартал мастеров, который находится по другую сторону от 68-го квартала в районе Залог. Здесь мы предлагаем выделить один из существующих кварталов и сделать фактически в нем такое определенное представительство культуры Республики Саха, то есть территорию, где возможно небольшие мастерские, продажи, культурные события, и которая также станет стартом, толчком для развития последующего района Залог, который сегодня находится между двумя приоритетными точками роста. Вторая точка роста, которая находится восточнее территории Залога, это территории новых намывных районов вдоль улицы Чернышевского. Здесь мы предложили два сценария развития этой территории, которые завязаны на реализацию общегородской дамбы. То есть эти сценарии могут быть реализованы, соответственно, в зависимости от различных условий. То есть мы предлагаем несколько схем. И основная схема – это непосредственно реализация территорий новых районов, которые прилегают к улице Чернышевского, с созданием новых городских каналов, которые продолжают существующие каналы, проведением зеленого каркаса вдоль этих каналов и созданием понятной, четкой, регулярной сетки улиц. В результате появилось такое планировочное решение, которое фактически также обладает несколькими морфотипами жилой застройки. Это и среднеэтажная, и многоэтажная застройка, секционная, галерейная. Также основным общественным объектом территории является аллея павильонов, которая продолжает улицу Кирова. Соответственно, так выглядит пример жилой среды в намывных районах. Это общественный центр в рамках павильонов и непосредственно сама аллея всесезонных павильонов. Примером кривой архитектуры в условиях реновации является проект, находящийся вдоль Вилюйского тракта. Здесь мы предложили схему, ориентированную в том числе на морфообразование в рамках существующей застройки, то есть как поэтапно заменять существующие дома и среди них предлагать новые архитектурные решения. Соответственно, так бы могла выглядеть среда. Она в основном выполнена из деревянных конструкций, деревянных материалов с интеграцией, с большим количеством запечатанных грунтов и интеграцией новых зеленых насаждений. Четвертым важным проектом, который также является определенным прототипом возможных проектных решений по всему городу, является полигон строительства малоэтажного жилья. Здесь мы придумали отдельный принцип, который мы назвали калейдоскоп, который обеспечивает многообразие, в том числе в условиях индивидуальной жилой застройки. То есть мы предлагаем различные комбинации функциональных назначений, в том числе это и всесезонные дома, это и летние дома, в том числе это блокированная застройка, которые комбинируя фактически дают определенную степень разнообразия и интересности в такой индивидуальной среде. И пятой важной точкой роста является парк Гагарина. Для него сделан отдельный проект, который включает в том числе размещение таких новых объектов, как аквацентр с новой климатической зоной, которая фактически является одной из потребностей жителей, высказанных в рамках опроса. Здесь предлагается система новых входных групп, всесезонных павильонов с разным дизайном, и в том числе особое внимание уделено Комсомольской площади, для которой был разработан отдельный павильон, фактически новый культурный центр будущего парка. Мы подходим к концу, и последним блоком мастер-плана является экономика. Мы предложили, тут же также пошли от общего к частному. Сначала предложили крупные драйверы, каждый из которых имеет сильную предпосылку развития уже сегодня в Якутске. На базе этих драйверов мы расписали модель прироста мест приложения труда по каждой отрасли традиционной экономики по АКВЭДу. Дальше на базе этого анализа мы произвели прогноз изменения ВРП городского округа.
и уже посчитали фактически эффекты, в том числе прирост НДФЛ до 1932 года составит 39,4 миллиарда, общий бюджетный эффект составит 41,2 миллиарда, из которых 75 миллиардов – это бюджет региона, и, соответственно, прирост ВРП составит 39,1 миллиардов. Основные затраты на реализацию мастер-плана. Здесь мы смогли предложить схему. Фактически бюджетные инвестиции составляют только 1/7 от всех инвестиций, и они составляют 51,8 миллиардов на реализацию. На этом спасибо. Благодарим вас за презентацию. Уважаемые члены жюри, мы переходим к сессии вопросов и ответов. А участника мы просим иллюстрировать ответы слайдами на экране. Ваша презентация снова появится для вашего удобства, и мы переходим к сессии. Кто хотел бы задать первый вопрос? Ирина Дмитриевна, может быть, вы откроете? Да, я стартую с вопросами. Во-первых, огромная благодарность за тот объем материалов, которые вы представили. Я вот как член жюри сегодня буду оценивать работы с точки зрения того, как мы все-таки будем презентовать мастер-план города Якутска на ВЭФ. Вот, поэтому, собственно говоря, по тем параметрам, которые сегодня мы должны представить в рамках материалов для Миндальвостокразвития, я для себя ответы нашла. У меня вопрос следующий. Вот вы сказали, что по жилой застройке потенциал у нас где-то 7 миллионов до 2032 года, если из расчета с 2025 года по 350 тысяч квадратных метров в год. Учтены ли здесь территории, которые сегодня на территории городского округа заняты землями дальневосточного гектара? Вот такой один вопрос. Спасибо за ваш вопрос. Единственное, что до 30 года 2,9 миллионов, а от 7,69 это 2042. И ответ на этот вопрос – да. То есть в рамках первой очереди реализации фактически мы занесли в нашу модель все площадки, которые были переданы в рамках исходных данных, в том числе это и микрорайон Звездный, и Ричпорт, 31-й квартал. Но также в первую очередь реализуются те приоритетные проекты, которые предлагаются нашим мастер-планом. А уже многие другие площадки, которые мы сегодня недостаточно детально рассматривали, они реализуются за 1932 год. Это реновации производственных территорий и дальнейшая реновация вдоль Вилюйского тракта. То есть мы разложили фактически график строительства жилищного фонда по каждому году, какую долю занимают, допустим, существующие планы, какую долю занимают приоритетные проекты, какую долю занимают, скажем так, долгосрочные второстепенные проекты. Эта информация представлена в альбоме в разделе «Жилищное строительство». Антон Владимирович на связи с нами, хотел бы задать вопрос. Прошу вас. Немного удивило, что про экономику вы начали говорить в самом конце, но я бы хотел чуть подробнее услышать, почему именно здесь, собственно, будут развиваться те приоритетные отрасли экономики, которые вы отметили, да, в какие цепочки глобальные, федеральные уже включен город, какие ресурсы, драйверы есть сейчас у города для того, чтобы в столь конкурентных отраслях, в первую очередь IT, рассчитывать на не просто развитие, но и реализацию суперамбициозной задачи. Если я правильно понял, там 70 тысяч новых рабочих мест предстоит создать в городе. И, понятно, большинство из них вообще должно быть высокотехнологичными, судя по вашей логике экономической модели. Спасибо огромное за вопрос. Я вывел на экран 9 перспективных драйверов развития экономики. То есть это в первую очередь научно-образовательный кластер. И сегодня у города есть предпосылка, это наличие крупного федерального университета, 47-е место в рейтинге лучших вузов России. IT-кластер, в первую очередь здесь предпосылка наличия существующего крупного кластера IT-компаний, которые фактически входят в топ-3 в России. Развитие традиционных отраслей экономики – это сохранение лидерства по добыче ресурсов, в том числе это и добыча газа, это добыча нефти, алмазов и мамонтовой кости. Развитие туризма. Здесь есть очень большой потенциал уникального природного туризма, экстремального туризма, но в том числе и туризма, связанного с культурной отраслью. Развитие фуд-кластера – это также наличие уникальной гастрономии, за которой в том числе приезжают сегодня туристы.
развития креативных индустрий. Якутск сегодня фактически является одним из немногих, Якутия одним из немногих субъектов РФ, у которого есть сегодня своя сильная киноиндустрия, фэшн-индустрия, и фактически это является также огромной предпосылкой для развития указанного драйвера. Развитие лесного кластера – это наличие большого количества ресурсов непосредственно Республики Саха. Город-лаборатория – это фактически здесь главной предпосылкой является фактически необходимость для реализации технологий, связанных с цифровой платформой управления городскими ресурсами. И последнее – это развитие биоэкономики. Здесь опять же есть очень хорошая ресурсная база для развития данного драйвера. Говоря о федеральных программах, научно-образовательный кластер может фактически участвовать в федеральной программе, связанной с межвузовскими кампусами. Сегодня у Якутска есть такой проект, он также интегрирован в мастер-план. Мы оценили его экспертно и пришли к мнению, что он отвечает своим показателям федеральной программы, что фактически дает предпосылки на получение дальнейшего финансирования в рамках указанного драйвера. Есть ли еще вопросы, коллеги? Да, прошу вас. Извините. По одному задавать вопросы или несколько вопросов, может быть? Значит, спасибо большое за презентацию. Значит, несколько вопросов. Давайте я их задам, потому что они взаимосвязаны. Значит, первое. Почему все-таки вы делаете акцент на самодостаточности? И в чем будет достигаться самодостаточность там в строительном комплексе и там, где вы еще намекнули нам? Я задаю этот вопрос, потому что строительство перехода через Лену, который вы поддерживаете, о котором мы говорили, по идее должна эту проблему изолированности смягчить. Да? Вопрос второй. Про баланс прироста населения и прироста рабочих мест. Вот до 1932 года на 40 тысяч прироста населения вы предполагаете 39 тысяч новых рабочих мест. Да? Это означает, что какие-то рабочие места должны уходить, иначе баланс не сходится. Какие рабочие места предполагается, что уйдут из структуры занятости? Это вопрос второй. Третий связан с темой энергоэффективности и декарбонизации. С одной стороны, вы говорите, что возможно на 60% снизить потребность в питьевой воде за счет рециркулярных всяких вещей. С другой стороны, у вас на 26% увеличивается объем водопотребления в конце вашего расчетного срока. Просьба также объяснить. И, наконец, блок вопросов по жилью. Какую стоимость строительства квадратного метра вы закладывали? Я пытался реконструировать из ваших материалов, у меня получается какая-то не очень достоверная цифра. Как вы делали эти расчеты? Второе, дальше вы приводите проектные показатели жилищной обеспеченности по отдельным населенным пунктам городского округа тоже в конце перспективного срока. И там какие-то совершенно неприемлемые расхождения. Да? Где-то будет 50 метров на человека, где-то будет 15 метров на человека. Да? Почему так? И связанный вопрос уже с экономикой. У вас нет никаких эти бюджетные затраты на реализацию мастер-плана, о которых вы говорите, что они только 1/7. В жилье вообще их нет. Да? То есть социальное жилье строить не будем? Там доступное жилье, которое вы упомянули, не потребует никаких бюджетных затрат? 5 моих вопросов. Спасибо. Вопросов на самом деле 8. Я постараюсь все их держать в голове. Начнем с первого, связанного с самодостаточностью. Мы отметили, что в первую очередь это, скажем так, не основной и не главная цель развития города. Все-таки главная цель – это улучшение условий проживания и продвижение уникальной идентичности. Скорее, это было таким входящим тезисом, говорящим о том, что даже с помощью реализации моста определенная степень самодостаточности должна быть сохранена. Потому что мы понимаем, что логистика материалов, привоз их из Центральной России – это все-таки достаточно большая надбавка по стоимости.
Мы не говорим о том, что Якутск должен стать абсолютно самодостаточным, это, естественно, совершенно невозможно ни для одного города России. Мы говорим о том, что это является одним из таких критериев направления развития. Значит, вопросы, связанные с жильем. То, что касается жилищной обеспеченности, здесь важно понимать, что в различных населенных пунктах различные морфотипы застройки. При этом есть населенные пункты, где в основном индивидуальное жилищное строительство с очень высокой жилищной обеспеченностью. Есть населенные пункты, непосредственно Якутск, где большая доля многоквартирной жилой застройки. Естественно, перспективная жилищная обеспеченность была оценена экспертно, потому что составить базу данных всего жилищного фонда по существующему положению в условиях мастер-плана достаточно сложно. У нас есть подробные данные, которые касаются наших непосредственно проектных решений, в том числе разложенные по отдельным кварталам, сколько мы предлагаем жилищного фонда с различной обеспеченностью для различных категорий населения. То, что касается бюджетных инвестиций в жилищную среду, здесь это вопрос, то есть он на самом деле дискуссионный, это наша позиция. То есть мы в первую очередь пытались снизить бюджетные траты на будущее развитие мастер-плана. В принципе, если будет такая политика, если будет возможность потратить ресурсы, естественно, это снимет дополнительную нагрузку с инвестора, в том числе сделает определенные проекты более привлекательными для него. Но при этом важно понимать, что те инвестиционные паспорта, которые составлены по приоритетным точкам роста, уже сегодня составлены с принципами привлекательности для потенциального местного инвестора и федерального. Что касается стоимости жилых квартир, то есть жилищного метра, здесь у нас не было каких-то сложных данных, у нас был в рамках семинара достаточно информативный разговор с местными застройщиками, которые фактически нам просто сказали показатели существующие стоимости строительства, стоимости 1 квадратного метра, и мы в принципе от них и отталкивались в своих расчетах, чтобы не выдумывать велосипед. Так, на что я не ответил еще? Про экологию и про баланс рабочих мест. Про баланс рабочих мест. Здесь опять же закладывается модель приоритетного развития, где в первый этап мастер-плана фактически идут опережающие темпы роста, в том числе мы закладывали огромное количество кластеров в каждом из предложенных драйверов, то есть мы их локализовали. Опять же, это достаточно гибкая история, если какие-то из них не реализуются за 10 лет, их можно перекинуть на последующий срок, а итоговый баланс рабочих мест к 1942 году 70 тысяч рабочих мест, 100 тысячам населения, это в принципе нормальное распределение трудозанятого населения. Что касается экологии, здесь важно понимать, что несмотря на то, что мы предлагаем какие-то мероприятия, инструменты по повышению эффективности водопотребления, это не означает, что мы придем в какую-то стадию, когда баланс водопотребления будет снижаться, а не расти. То есть мы просто пытаемся всеми силами оптимизировать эти системы и предлагать технологии, которые способны достичь этого результата. Марат Маратович также хотел бы задать свой вопрос. Прошу вас. Да, коллеги, вот как раз в 20-х числах июня был в Якутске, и много удалось посмотреть, поэтому вот такой вопрос. Вот сейчас, например, во-первых, я, честно говоря, мне не очень понравилось вот вашей презентации, что вы ничего не сказали про существующую инфраструктуру, да, и в том числе ту, которую в настоящее время строится. Вот строится там грандиозный центр эпоса искусств. Я, честно говоря, вы его почему-то вообще обошли, хотя, на мой взгляд, это там абсолютно важная история, и об этом важно сказать, что вообще сейчас вот инфраструктура, она вот выглядит вот так, и Якутску есть что на это ответить. На самом деле, то есть сказать, что уже сделано, да, либо вот будет в ближайшее самое время, какие объекты уже появятся, и как они будут встроены в будущее пространство города. Вот, к сожалению, я от вас этого не услышал. В материалах тоже, вот я же пролистываю, что-то пока не вижу. Второй момент, вот, когда ходишь по городу, обращаешь внимание, что, понятно, сейчас 98% территории города – это свайные, в основном многоквартирные дома, куда, в принципе, попасть, так скажем, человеку пожилому, это для него представляет огромную проблему. Вы показали очень много красивых рендеров, там показали, что вот криво архитектура, все окей, но вот я так и не понял все-таки технологичное решение, какое будет. Сохранять, грубо говоря, свайный этот подход, да, когда это город, грубо говоря,
там на 1,5 метра этот дом поднимается, да, и под ним образуются эти ниши, и люди, соответственно, должны будут взбираться на эти лестницы, а как это делать с коляской, я, честно говоря, вообще не представляю, либо если ты, не дай бог, человек с ограниченными возможностями. Вот, конечно, появились новые районы, я видел этот район, даже там бегал, вот, которые уже отсыпаются, и там все делается под уровень основной, так скажем, поверхности. Ну вот мне хотелось бы тоже услышать, все-таки вы, наверное, прорабатывали этот вопрос, вот с точки зрения нового строительства, какой подход вы предлагаете и какой здесь более эффективное технологическое решение? Это второй вопрос. Третье, я ничего не слышал и не понял, что, собственно, с озеленением города, потому что сейчас город, ну, крайне, так скажем, небольшие островки зеленые, и очень сильно вы действительно отметили проблему пыли. Вот как вы собираетесь и как вы видели самое эффективное решение с точки зрения озеленения, да, и с точки зрения пыли? Вот. У меня почему-то сложилось впечатление, что это, в общем-то, нужно просто мыть вот, чаще. Но, может быть, потому что, когда проходишь мимо Сургутнефтегаза, там почему-то ни пыли нет, и все вроде как растет. Может быть, это вопрос как бы хозяйствования вот, и каких-то нового уровня в этом вопросе. Но, может быть, это вопросы как бы системные. И так, последнее. Я, честно говоря, был удивлен тоже, ничего не услышал у вас. Так, 4 про зелень и пыль, значит, 3 точнее, 4 про набережную. Вот Лена река для многих городов это огромная возможность для вообще и встраивания набережной с точки зрения спортивных активностей, туристических активностей и так далее. Пока набережная, ну так скажем, мягко говоря, не на том уровне, на котором во многих городах. Вот, честно говоря, почему-то ничего не услышал про набережную, может быть, невнимательно слушал. Пожалуйста, и последний, вот, это насекомые. Вы действительно сказали про насекомых, но я так и не понял, что в этой части нужно сделать, потому что когда я после 8 часов остался на улице, мне казалось, что быть там без репеллентов просто невозможно в самом центре города. Поэтому вот что тут можно сделать, может какие-то есть технологические решения, по крайней мере. Понятно, это не очень длинный сезон, равный сезону лету, но в то же время я представляю, что если бы только насекомых было бы в крупных городах, вот в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, там было бы все очень намного сложнее. Пожалуйста, вот, может быть, вы прорабатывали эти вопросы, а в целом, конечно, очень приятное впечатление, и многие вопросы очень серьезно проработаны, особенно вот транспортной инфраструктуры. Пожалуйста, если можно, прокомментировать вот эти вопросы. Спасибо огромное за вопросы. Первый вопрос мы можем только принять как критику. Мы попытались рассказать в том числе о существующих проектах, но понятно, что в условиях короткого доклада это сделать достаточно сложно. В рамках альбома есть достаточно объемный раздел комплексной оценки, который в том числе включает в себя, например, анализы всех существующих инфраструктур, их состояния и инженерные сети по всем отраслям, и водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. То есть это все представлено. Что касается существующих проектов, которые сегодня разрабатываются в городе, я специально вывел на экран проект 68-го квартала, потому что в нем уже сегодня есть несколько целых проектов. Это и строящаяся филармония, это и проект центра, который в рамках СВФУ развивается. То есть мы их максимально учитывали и интегрировали в те проектные решения, которые предлагаем сами. Что касается второго вопроса, связанного со строительными решениями. Здесь есть два ответа. Принципиально есть две формы условий в городе. Одно – это практически вся территория Якутска, которая обладает вечной мерзлотой, на которой свайное строительство необходимо. Здесь мы в соответствии с советами наших коллег предлагали технологические решения, которые уже есть примеры таких решений реализованы в Якутске, когда фактически большая часть дома поднимается выше на уровень 3-5 метров, но опускаются на уровень земли только входные группы. То есть входные группы размером 3 на 3 метра, они позволяют промерзать земле и не
менее угрожают вечной мерзлоте, и в том числе можно сократить вот это высотное расстояние от уровня земли до уровня первого пола. Вторые же условия строительства – это территория намыва. Там есть уникальная возможность избежать проблем, связанных с вечной мерзлотой, потому что там идет песочная насыпь. В том числе это единственное место в городе, где можно организовать хорошие подземные гаражи, где можно убрать инженерные коммуникации под землю. То есть такие примеры есть. Фактически 202-203 микрорайон сегодня так организован. То, что касается насекомых, в рамках мероприятий, связанных с гуманизацией среды, были предложены установки, защищающие от насекомых, привлекающие их. То есть такие решения также есть. Это как принципы, естественно, на уровне мастер-плана расставлять такие установки мы уже такой подробности не можем достичь. И какой еще вопрос я не ответил? Насчет озеленения было предложено перечень зеленых насаждений в соответствии с рекомендациями ботанического сада и общая система организации природно-рекреационного каркаса. То есть в основном каркасы развиваются вдоль существующих городских каналов, вдоль существующих рек и ручьев, но фактически в рамках схемы политик для всего городского округа предложены мероприятия, связанные с озеленением, с организацией новых общественных пространств. Тоже что касается набережной, здесь как бы возможно это недоработка. Я могу продолжить? Хорошо. Благодарим вас за ваши ответы, благодарим вас за презентацию. Вы можете перейти в удаленную комнату для финалистов и дождаться пресс-конференции. Спасибо огромное за внимание. Всего доброго. Итак, коллеги, мы с вами переходим к следующей команде, которая представит нам свое конкурсное предложение. Это консорциум под лидерством компании Мастерсплан. Якутск – крупнейший город мира, расположенный в зоне вечной мерзлоты. А главная ценность Якутска – его люди. Жители долины Туймаада за столетия прошли путь от зарождения уникальной цивилизации к современному технологичному обществу. Это путь постоянного расширения собственных возможностей, приспособления к экстремальному климату, внедрения технологий и сохранения культурной идентичности. Сегодня для жителей Якутска начинается новый этап, полный приключений, открытий и достижений. В 2032 году Якутск станет лучшим городом на вечной мерзлоте, лабораторией северных технологий, международным центром культуры. Компактный, полицентричный и насыщенный функциями, город будет удобным для взаимодействия жителей и генерации новых знаний. Программа реновации жилья преобразит Якутск и сделает его комфортным для жизни. Все здания в рамках реализации программы объединены в универсальные архитектурно-ландшафтные модули. Существующие дома будут включены в общую структуру жилой застройки. В новых кварталах появятся локальные городские центры и социальные объекты. В центре благоустроенных домов разместятся всесезонные общественные пространства. В северной части города, на месте кирпичного завода, расположится квартал таунхаусов. Архитектура проекта гармонично впишется в существующее окружение. Новый район на намывных территориях, Лена-Сити, городской центр притяжения. Современные жилые дома сформируют новую панораму Якутска. Также здесь расположится общественный центр, ориентированный на IT-технологии, городская набережная и парк Лена.
Много десятилетий горожане мечтали о набережной. Линейный парк вдоль реки будет включать пляж, северное спа, площадки для спорта и активного отдыха, лодочную станцию и прогулочную зону. Парк Лена – это всесезонное пространство на территории Зеленого луга. Летом это идеальное место для прогулок и спокойного отдыха, а зимой парк превращается в площадку для масштабных городских фестивалей. Единая система инновационных кластеров сформирует среду для активного обмена знаниями и реализации новых идей. IT-кластер – деловой центр города и место концентрации лучших умов отрасли. Образовательный суперкампус станет инкубатором новых идей. Здесь разместятся учебно-лабораторные корпуса, технопарк, мастерские и общежития для студентов. Медицинский городок – центр современной медицины. Помимо биофармацевтического технопарка, здесь появится супергоспиталь, где горожане получат качественные медицинские услуги. Творческие индустрии будут органично вплетены в городскую ткань и сформируют пространство для всестороннего развития личности. На земле Аланхо появится культурно-инновационный кластер, соединенный пешеходным бульваром с арктическим центром Эпоса и межвузовским кампусом. В Аланхо-центре расположится современная национальная библиотека, творческие мастерские, центр хомуса и масс-рестлинга. В креативном кластере разместятся образовательный центр и студии дизайна. Важнейшей частью станет мега-киностудия, где появится киношкола, съемочные павильоны и продакшн-студии. Кинематограф Якутии обретет пространство для реализации амбициозных проектов. Природные коридоры соединят районы города в единую сеть общественных пространств. Новую жизнь получит система городских каналов, которая станет линейным парком и основой для отведения дождевой воды. Центральный парк превратится в круглогодичное общественное пространство, а пешеходная зона образует центральную ось, которая соединит парк и старый город с городской набережной. Якутск станет настоящим феноменом севера, но главную роль по-прежнему будут играть люди. Добрый день, меня зовут Ольга Здорова, и я рада представить вашему вниманию наше видение развития городского округа города Якутск до 2032 года. Мы с командой вложили много энергии и любви в наш проект, и это воплотилось в презентацию 100 слайдов. Это еще короткая версия. В ходе рассказа я буду останавливаться на основных из них, а остальные могут пригодиться для ответа на ваши вопросы. Наша презентация состоит из 5 разделов. Сценарий комплексного развития, в которых мы сформулировали 3 основных принципа развития города Якутска, 3 разделов, в которых мы приземлили эти принципы на проекты, и заключительный раздел «Финансово-экономическая модель». Итак, первый раздел «Сценарий комплексного развития». Мой самый любимый, потому что он про людей. Люди – главная ценность Якутска. На протяжении своей истории жители долины Туймаада прошли путь от зарождения самобытной цивилизации к современному технологичному обществу, постоянно адаптируя сферы деятельности, дополняя их и бережно сохраняя то, что уже есть. Жители Якутска приспосабливали свой образ жизни к экстремальному климату, внедряли и развивали технологии, сохраняли и развивали культурную идентичность. Мы проанализировали запросы пользователей и выявили базовые и специфические потребности. Принцип приспособления к экстремальному климату лег в основу группы проектов, которые мы назвали «Лучший город на вечной мерзлоте». Вторая группа проектов «Лаборатория северных технологий» базируется на принципе внедрения и развития технологий. Принцип сохранения и развития культурной самобытности лег в основу третьей группы проектов,
Центр якутской культуры. На основе стратегии социально-экономического развития городского округа города Якутск, базовых запросов пользователей и наших идей мы вывели целевые показатели. Эта работа позволила определить набор наших проектных предложений. Мы разработали 16 проектов, после реализации которых Якутск станет лучшим городом на вечной мерзлоте, лабораторией северных технологий и центром якутской культуры. В основу мастер-плана положена идея создания как можно большего вариантов коммуникации активных граждан для генерации идей и развития Якутска. Это станет возможным, если город будет компактным, связанным и насыщенным функциями. Сценарий комплексного развития мы переложили на пространство. Мы подробно изучили стратегию социально-экономического развития и разработали проекты по 4 стратегическим направлениям. Формирование благоприятной среды для проживания населения, создание условий для развития и реализации личности, обеспечение динамического развития экономики и эффективное управление городскими ресурсами. На панораме города представлено расположение наших проектов. Итак, сценарий комплексного развития базируется на 3 принципах: приспособление к экстремальному климату, внедрение и развитие технологий и сохранение и развитие культурной идентичности. На этих принципах основаны 3 группы наших проектов, о которых сейчас я расскажу более подробно. А теперь лучший город на вечной мерзлоте, который состоит из 5 проектов: новая система логистики, новые жилые кварталы, Лена-Сити, экосистема городских каналов и зеленый каркас. Все проекты отвечают на запросы жителей: комфортное жилье и городская среда, а также растущие требования к безопасности, эстетичности и функциональности. Ключевым мероприятием в рамках развития транспортной инфраструктуры является строительство Ленского моста. Вместе с этим мы предлагаем завершить строительство кольцевой автодороги в центральной части Якутска и построить объездную дорогу для движения грузового транспорта в обход Якутска. Объездная дорога снимет транспортную нагрузку с центральной части города. Важнейшим мероприятием в рамках развития инженерной инфраструктуры является создание единой системы ливневой канализации, строительство КНС и очистных сооружений, перенос коллектора сброса воды с городских очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации ниже по течению реки Лена и строительство второй очереди ЕГРЭС-2. Программа реновации аварийного жилья преобразит Якутск. Новые жилые кварталы обеспечат жителей качественным жильем различных форматов. Здесь появятся локальные городские центры, сопутствующие инфраструктурой, новые социальные объекты и общественно-рекреационные пространства. В соответствии со стратегией социально-экономического развития к 2032 году необходимо ликвидировать 100% аварийного жилья. Вместе с этим мы выявили неэффективно используемые складские и промышленные территории. Предлагаем на их месте сформировать новые жилые кварталы, медицинский городок, образовательный кластер, креативный кластер, инновационный научно-технологический центр и креативный кластер с мегакиностудией. В Сайсарском округе мы разработали 4 территории комплексного развития. В каждом квартале мы разместили комфортные жилые дома, объекты социальной обслуживающей инфраструктуры в радиусе 15-минутной доступности. Мы разработали предложения по транспортному и инженерному развитию для каждых из 4 приоритетных округов. Обновленный Сайсарский округ будет выглядеть вот так с высоты птичьего полета. В автодорожном округе мы предложили свое видение развития 4 территорий. В 68-м квартале будет располагаться Аланхо-центр и Межвузовский кампус. В 13-м квартале инновационный научно-технологический центр и креативный кластер. На остальных территориях новые жилые кварталы. На этом слайде представлена панорама автодорожного округа. В строительном округе мы разработали предложения по 2 территориям. Новые комфортные для жизни жилые кварталы будут построены на месте аварийного жилья. В 113-м квартале на месте неэффективно используемых складских территорий появятся
кампус и медицинский городок. В промышленном округе мы выделили 2 территории комплексного развития в соответствии со стратегическими целями ликвидации аварийного жилья. Для всех территорий комплексного развития в Сайсарском, Автодорожном, Строительном и Промышленном округах мы разработали урбан-блок, архитектурно-ландшафтную единицу, которая состоит из 3 секций жилья. Использование универсального урбан-блока снизит расходы на проектирование и строительство. 3 типа жилых секций создадут разнообразие жилых кварталов. Мы решили эффективно использовать пространство в уровне земли и разместили парковку для автомобилей внутри квартала, а на ее крыше благоустроенные дворы. Такой прием решает проблемы с хаотичным паркингом и многочисленными лестницами и пандусами. Люди смогут входить в жилой дом непосредственно с уровня земли или со стилобата. Все же так устали от многочисленных лестниц и ковров. В центре благоустроенных дворов разместятся всесезонные общественные пространства. В северной части города, на месте бывшего кирпичного завода, расположатся новые кварталы с объектами социальной и обслуживающей инфраструктуры в комфортном радиусе доступности. Новые жилые дома имеют более низкую этажность и гармонично впишутся в окружающую застройку. Комбинация 4 типов секций позволяет создавать разную пластику жилых домов. Внутри дворов появится пространство для комфортного пребывания на улице в любое время года. Лена-Сити – это новый городской центр притяжения на намывных территориях. Здесь расположатся современные жилые дома бизнес- и премиум-класса, IT-центр, городская набережная и природный парк Лена. Город стоит на могущественной реке Лене, но реки в городе нет. Для того, чтобы полюбоваться рекой, жителям приходится выезжать за город. Мы решили построить городскую набережную. Линейный парк вдоль реки будет включать культурный центр, городской пляж, северное спа, зону активного отдыха и занятий спортом, лодочную станцию и прогулочную зону. Парк Лена – это всесезонное пространство на территории Зеленого луга. Арт-объекты, павильоны, площадки для созерцания будут объединены маршрутами пешеходных мостиков. Летом это идеальное место для прогулок и спокойного отдыха, а зимой парк Лена превращается в общегородское пространство для городских фестивалей, таких как Аркстояние или Burning Man, но с местным колоритом и климатическими особенностями. Новую жизнь получит экосистема городских каналов. Это мой любимый проект. Будет восстановлена проточность и самоощущаемость водных объектов. Сформируются рекреационные общественные пространства вдоль каналов. Для восстановления проточности каналов необходимо провести берегоукрепительные и дноуглубительные мероприятия, а также устройство водопропускных сооружений затворами в местах пересечения с дорогами. Это позволит полностью перекрывать каналы перед зимним периодом и сохранить проточность каналов. Экосистема городских каналов станет основой для ливневой канализации. Мы разместили сеть очистных сооружений, чтобы в каналы поступала очищенная вода. Экосистема городских каналов станет линейным парком и местом отдыха и общения горожан. Зеленый каркас свяжет единой пешеходной сетью существующие общественные пространства и планируемые парк Лена, пешеходную улицу, городскую набережную, все кластеры и новые жилые кварталы. Центральный парк превратится в круглогодичное общественное пространство. Зона зеленых насаждений дополнится сетью павильонов различного функционала. Водоем в восточной части парка будет соединен каналом с озером Ениит, чтобы обеспечить приток чистой воды и сохранить деревья вокруг водоема. В парке будет выделена зона Garden Community, где жители смогут самостоятельно заботиться и ухаживать за деревьями. В западной части парка появятся всесезонные объекты – аквапарк, молодежный центр и оранжерея. Вся территория парка будет активно использоваться жителями при любой погоде. Какой же крупный город без пешеходной улицы?
улицы Пушкина и Амосова станут пешеходными и образуют центральную ось, которая соединит Центральный парк и старый город с городской набережной. Пешеходная улица будет новым общественным пространством, местом коммуникации активных жителей и гостей города. В рамках дизайн-кода мы разработали цветовую палитру для каждого из округов. Акцентные цвета могут выделять как элементы фасадов зданий, так и инженерные коммуникации. Открытые теплосети в Якутске проходят по всем районам города. Мы предлагаем сделать эту особенность города его изюминкой. Инженерные коммуникации станут самодостаточным элементом городской среды, который не портит облик города, а украшает его. Мы предлагаем использовать инженерные сети как элемент навигации в городе. Итак, я рассказала о первой группе проектов «Лучший город на вечной мерзлоте». А сейчас переходим ко второй группе проектов «Лаборатория северных технологий». В нее входит IT-кластер, цифровой город, образовательный кластер, медицинский городок, инновационный научно-технологический центр, строительный кластер и агрокластер. Проекты этой группы отвечают на запросы жителей о высоком качестве услуг и сервисов, разнообразии сценариев реализации личности и создания новых мест приложения труда. IT-кластер – это деловой центр города в Лено-Сити. Здесь разместятся современные офисы компаний, научно-исследовательский центр и апартаменты для сотрудников. Создание IT-кластера стимулирует развитие экономики и профессионального сообщества. Развитие информационных технологий будет способствовать интеграции системы «Цифровой город». Межвузовский кампус в 68-м квартале станет пространством для коммуникации и обмена знаниями между студентами. Здесь разместятся учебно-лабораторные корпуса естественных и педагогических наук, медицинского института и комфортные общежития для студентов. Суперкампус – это инкубатор новых идей и технологий. В 113-м квартале наряду с учебно-лабораторными корпусами и общежитиями для учеников появится технопарк, мастерские и испытательные полигоны. В медицинском городке расположится супергоспиталь, где горожане получат высококачественные медицинские услуги. Биофармацевтический технопарк станет центром импортозамещающего производства и площадкой развития профессионального сообщества. Инновационный научно-технологический центр – это центр изучения и внедрения технологий в передовых направлениях прикладных исследований. Строительный кластер мы предлагаем разместить в Кангаласах. Здесь будут сгруппированы производство высококачественных и эффективных строительных материалов, кирпичный завод, завод сухих смесей и ЖБИ, а также модульных изделий. Для обеспечения продовольственной безопасности мы предлагаем сформировать агрокластеры в Магане и Тулагино. Здесь появятся современные технологичные тепличные комплексы, овощные и конные базы, предприятия, перерабатывающие пищевой промышленности. Третья группа проектов – Центр якутской культуры, включает креативный кластер, Аланхо-центр, туристический кластер и активное гражданское общество. Основной запрос жителей – сохранять культурную идентичность и быть актуальными в мировом контексте. Креативный кластер – это центр творческих индустрий, ориентированный на трансляцию якутской культуры. Образовательные и производственные площадки создадут единое пространство для развития креативной экономики. Важнейшей частью креативного кластера станет мегакиностудия, где появится киношкола, съемочные павильоны и продакшн-студии. На земле Аланхо появится современный культурно-инновационный кластер. В Аланхо-центре расположится современная национальная библиотека, мастерские, центр хамуса и масс-рестлинга. Мы размещаем единое многофункциональное здание. Такое решение позволит создать на земле Аланхо новый городской парк и снизит рекреационную нагрузку с центрального парка.
Смелое архитектурное решение станет знаковым объектом в новой архитектуре города. Аланхо-центр соединит теплым всесезонным бульваром Филармонию и Межвузовский кампус. Туристический центр с сопутствующей инфраструктурой и насыщенной событийной программой основан на якутской мифологии. Активное гражданское общество станет залогом реализации предлагаемых проектов и динамичного развития города. Итак, я рассказала о 3 группах проектов: «Лучший город на вечной мерзлоте», «Лаборатория северных технологий» и «Центр якутской культуры». А теперь расскажу, в какие сроки и за чей счет они могут быть реализованы. Основные группы проектов будут реализованы до 2032 года. Реализация мастер-плана планируется в 3 этапа. Первый этап – 22-25 годы, второй этап – 25-28 годы и третий этап – 28-32 годы. Также мы разработали дополнительные проекты комплексного развития территории, где предусмотрели около 1 миллиона квадратных метров жилья. Эти проекты могут быть реализованы в последующие годы. Финансовая модель продолжает логику мастер-плана и состоит из отдельных бизнес-проектов. Мы рассчитали инвестиционный бюджет, бюджет расходов и доходов по каждому проекту. Провели анализ экономической эффективности как отдельных проектов мастер-план, так и мастер-плана в целом. Оценили бюджетные эффекты и спрогнозировали денежный поток частных инвесторов. Провели анализ чувствительности, чтобы проверить, насколько проект является устойчивым к изменению финансовых показателей. Такая логика финансовой модели позволяет проекту сохранять гибкость. Изменение скорости реализации тех или иных проектов не окажет существенного влияния на мастер-план в целом. Инвестиционный бюджет мастер-плана спрогнозирован на основе аналогичных проектов, реализуемых в Якутске, открытых данных и информации портала ЕИС-закупки. Основные нагрузки по инвестиционным проектам приходятся на 25-29 года. Именно в этот период будет реализовано большинство кластеров и жилье. Общий инвестиционный бюджет до 2032 года составляет 934 миллиарда рублей, а с учетом дополнительных КРТ 1 триллион 128 миллиардов рублей. На первом месте по количеству инвестиций проект строительства жилья – 667 миллиардов рублей. На втором месте Лена-Сити. Необходимые вложения составят 258 миллиардов рублей. И на третьем месте инновационный научно-технологический центр, где требуется вложить 70 миллиардов рублей. Остальные данные приведены на слайде, и я к ним вернусь, если будут вопросы по конкретным проектам. Объем выручки после реализации мастер-плана на период до 2032 года составит 908 миллиардов рублей. Основные доходы по проекту будут получены от продажи жилья и коммерческой недвижимости и составляют более 700 миллиардов рублей. До 34 миллиардов принесут образовательные услуги в образовательном и креативном кластерах. Около 33 миллиардов рублей будут получены от реализации строительного и агрокластеров. Мы рассчитали объем на содержание и управление, и он составляет 244 миллиарда рублей. Мы предложили систему финансирования каждого из проектов, исходя из возможностей оркестровки национальных проектов, государственных программ республики и привлечения средств институтов развития, таких как ВЭП РФ, Дом РФ и Туризм РФ. Общий объем финансирования бюджета всех уровней составит 194 миллиарда рублей или 17% от всей стоимости реализации мастер-плана. Остальное финансирование планируется за счет частных инвесторов. Проект характеризуется положительным бюджетным эффектом, то есть все расходы бюджета на этапе проектирования и строительства покрываются налоговыми и прочими доходами в последующих периодах. Расходы бюджета составят 194 миллиарда рублей, а бюджетные поступления – 207 миллиардов рублей. Общий объем частных инвестиций составит не менее 900 миллиардов рублей. На графике инвестиции перекрываются положительными денежными потоками от продажи жилья и коммерческой недвижимости.
Внутренняя норма доходности 18%, а срок окупаемости 2033 год. Помимо экономических эффектов, мы также оценили качественные эффекты от реализации мастер-плана на уровне Республики Саха, России и всего мира. Мы считаем, что мастер-план станет лучшей практикой реализации комплексных проектов для строительства на севере и образцом тиражирования как в других регионах России, так и за рубежом. Реализация мастер-плана приведет к значительному повышению качества медицинских и образовательных услуг в ДФО и будет способствовать позиционированию Якутска как IT и креативной столицы региона. Я понимаю, что сложно воспринимать цифры на слух, поэтому мы сделали дополнительный слайд, где собрали самые важные из них. Совокупный инвестиционный бюджет на период до 2032 года составит 934 миллиарда рублей, а включая дополнительный КРТ 1 триллион 128 миллиардов рублей. Мы понимаем, что 10 лет – это слишком короткий срок для окупаемости мастер-плана, но уже к 1932 году объем выручки составит 97% или 908 миллиардов рублей. К 1933 году наступит срок окупаемости для инвестора, а к 2040 году расходы бюджета будут компенсированы поступившими налогами. Миссия нашего мастер-плана – сделать Якутск пространством, соединяющим людей. После реализации всех проектов Якутск станет настоящим феноменом Севера, в котором главную роль по-прежнему будут играть люди. Благодарю за внимание. Благодарим вас за презентацию. Мы переходим к сессии вопросов и ответов. Уважаемые члены жюри, кто хотел бы задать первый вопрос? Прошу вас. Добрый день, спасибо за вашу презентацию. У меня вот такой вопрос есть. Вот это видение, как вы считаете, миссия, да, Якутска как лучшего города в мире на вечной мерзлоте, не считаете ли вы, что Якутск уже перерос это? Ну вот коллеги до вас выступали, они сравнили с Воркутой, с основными городами, которые на вечной мерзлоте есть: Салехард, Магадан, Сисимут, Анадырь, Уткиатвик. Я уверен, что большинство даже названий вы не слышали. Лонгир, там, ну и Буде, Хаммерфест. Вот, и они пришли к выводу, что Якутск уже сегодня существенно превосходит все рассмотренные города. То есть таких аналогов, ну вот можно сказать Анкоридж, может быть, но там ходить невозможно, я там много раз был, там расстояние огромное, там только бомжи и спортсмены пешком ходят. Неужели мы с этими городами все-таки хотим конкурировать? Может быть, нам нужно какую-то более высокую цель взять, это какую-то путеводную звезду, которым... То есть если мы сегодня уже фактически выполнили вот это видение, мы его достигли, как вы считаете, не является ли оно для нас таким, приземленным, что ли? Да, наверное, я могу ответить. На самом деле, абсолютно точное замечание по поводу того, что лучший город на вечной мерзлоте, на самом деле не такая сложная задача для Якутска. Не так много конкурентов. И то, в каком состоянии Якутск, как он развивается, безусловно, делает его уже сейчас одним из лучших, если действительно не самым лучшим. Именно поэтому в нашем видении три составляющих. И немаловажную роль играет часть про лабораторию северных технологий. Нам кажется, что вот здесь сосредоточена та перспектива, тот потенциал, который в Якутске может быть раскрыт гораздо больше, чем сейчас. И он может поставлять и для всего мира, если мы говорим о мире в целом, вот этот набор технологий, не только связанных с специфической жизнью на севере, но и в принципе связанной с биоклиматическими изменениями в мире и так далее. Поэтому у нас это три равных части. Безусловно, тут нельзя обойти вниманием якутскую культуру, специфическую, интересную, очень разнообразную, которая тоже может быть актуальной в мире. И это на самом деле одна из, наверное, главных задач. Поэтому с точки зрения инфраструктуры, вот такой базовой, наверное, Якутску гораздо проще. А вот две вторые части, которые у нас в проекте заложены, здесь, наверное, больше работы предстоит. Но, опять же, нам кажется, что в нашем проекте предложены достаточно исчерпывающие решения, которые могут это реализовать. Спасибо. Афанасий Афанасьевич, благодарим вас за вопрос. Антон Владимирович у нас на связи. Пожалуйста.
У меня, наверное, будут три вопроса. Первый, все-таки хочется чуть подробнее услышать о 4 направлениях стратегии. Самое главное, вы изначально сослались на стратегию действий. Да, поэтому хотелось бы понять, вы вот просто заняли позицию, что в стратегии написано, мы это дальше развиваем, или все-таки что-то добавили от себя? Второй вопрос, связанный с ТЭО. У вас здесь 1 128 миллиардов, и вы говорили о том, что доходы там 700 с чем-то миллиардов от жилья, еще в сумме порядка 70 миллиардов вот этих образовательных, технопарков. А, собственно, если добавить к этому содержание, то у меня получилось, что около там почти 600 миллиардов непонятно откуда будут взяты, потому что 234 – это эксплуатация, и 350 миллиардов не покрытых такими прямыми доходами. Вы сказали о вебе там Дом РФ, Туризм РФ, которые там какую-то часть из этих, ну, если точно, 584 миллиардов должны покрыть, то все равно получается там 50 миллиардов доп. Инвестиций, которые вообще непонятно, как будут покрываться в год до 1932 года, что, ну, мягко говоря, так очень амбициозно, не говоря о том, где источник. И третье, ничего не услышал про общественный транспорт. Вот, спасибо. Да, здравствуйте еще раз, Антон. Конечно, мы дополнили стратегию своими собственными предложениями и разместили проекты по 4 стратегическим направлениям. Для формирования благоприятной среды для проживания населения мы предлагаем новые жилые кварталы, Лена-Сити, городскую набережную, Аланхо парк, парк Лена, Центральный парк и пешеходную улицу. Мы считаем, что такие проекты, как Межвузовский кампус, Инновационный научно-технологический центр, Суперкампус и Аланхо-центр создадут условия для развития и реализации личности. Обеспечению динамического развития экономики будут способствовать IT-кластер, креативный кластер, медицинский городок, строительный кластер, агрокластер и туристический кластер. А эффективное управление городскими ресурсами обеспечат цифровой город, активное гражданское общество, новая система логистики и экосистема городских каналов. Что же касается вопроса про инвестиции, то до 2032 года объем инвестиций составит 934 миллиарда рублей, простите, оговорилась, а поступление 908 миллиардов рублей. И я сказала, что да, 97% мы компенсируем к 1932 году, но срок окупаемости наступит для инвестора в 1933 году, а бюджетные поступления к 1940 году. 1 128 миллиардов – это с учетом дополнительных территорий комплексного развития, которые мы предлагаем, чтобы полностью ликвидировать все аварийное жилье в Якутске. Они будут располагаться во всех 4 перспективных округах равномерно. Вы хотели бы что-то добавить? Я бы хотел дополнить, вот, Владимир Непорада, по планируемым затратам также будет часть реализована для ввода в эксплуатацию объектов, то есть, ну, это стандартная практика, которая применяется, например, для социальных объектов, это тоже было учтено при расчете стоимости. Третий вопрос по общественному транспорту. Оль, переключи на слайд, пожалуйста. Ну вот, например, на примере округов можно осветить этот вопрос. По общественному транспорту, во-первых, в масштабе города планируется организация маршрутов общественного транспорта, специально ориентированных на увязку северной и южной части города. Существующее расположение автовокзала по результатам анализа признано оптимальным, и мы считаем, что его стоит сохранить. Также в округах, в каждом округе планируется развитие маршрутной сети, организация выделенных полос для движения транспорта
и создание сети остановочных пунктов на базе существующей, чтобы они были расположены более оптимально и охватывали всю территорию города для обслуживания населения и работающих. Благодарим вас, Александр Сергеевич. Да, спасибо большое за презентацию. Значит, вопросы такие. У вас самый из всех проектов самый высокий прогноз по приросту численности населения. Вы 520 тысяч человек в Якутске хотите видеть в 1932 году. С учетом демографического прогноза по Якутии Росстата, это означает, что более половины, вы хотите, чтобы более половины жителей Якутска уже к 1932 году, где-то 55% жило в столице. Да? Это какая-то осознанная позиция, она чем-то подкреплена, и не будет ли это угрозой сбалансированному пространственному развитию Республики Саха-Якутия в целом? Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Вы наверняка понимали, что будет внимание и вопросы, и критика в связи с тем, что вы предлагаете размещение суперкампуса в центре города, да еще и два отдельно суперкампуса, отдельно межвузовский кампус. Тоже очевидно, у вас есть ответ на эти вопросы, и вы это сделали неспроста. Хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали. И вопрос третий, опять про жилье. Да? Опять же, вы выходите на самые скромные показатели обеспеченности жильем к 1932 году, всего 26 метров на человека. Мне кажется, это обоснованно и рационально, но опять же, вы тем самым закладываете продолжение отставания Якутска по жилищной обеспеченности от большинства других городов, в том числе административных центров Дальнего Востока. Очевидно, тоже здесь есть ответ на этот вопрос и есть понимание того, чем это продолжение отставания будет компенсировано. Но, тем не менее, при средней обеспеченности 26 метров, 26,2 метра на человека, который вы проектируете, по проектам, конкретным проектам КРТ, которые вы предлагаете, там жилищная обеспеченность будет в диапазоне от 36 до 40 метров на человека. Это означает, что на остальных территориях она практически останется на сегодняшнем уровне. Да? Нет ли здесь угрозы нарастания разрыва в качестве жизни, в том числе жилищной обеспеченности, между реконструируемыми и нереконструируемыми районами города Якутска? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я уточню, что на территориях комплексного развития мы планируем, что будут жить добавится новых жильцов 100 тысяч населения. Если сейчас в Якутске, по данным, в городском округе 347 тысяч населения, то к 1932 году оно составит 454 тысячи. И в дополнительных территориях комплексного развития мы планируем еще до 30 тысяч населения. Возможно, если решатся их реализовать. Существующие темпы роста и рождаемости, а также миграция населения из поселений в центральный Якутск, в центральный город, говорит о том, что все это жилье будет востребовано. Можно я дополню? Первый вопрос, можно дополню? Айтал Яковлев, историк. Как раз месяц назад мы закончили с коллегами из ДВФУ грант Российского фонда фундаментальных исследований. Грант называется очень просто. Дальний Восток, уехать куда или откуда. И как раз мы занимались вопросами миграционного процесса в Дальневосточном федеральном округе. Та цифра, которая озвучена здесь, она реальна. Почему? Потому что в Дальневосточном федеральном округе мы наблюдаем только естественный прирост только в двух субъектах. Это Бурятия, Улан-Удэ, и Якутия, город Якутск. Это естественный прирост, это миграционные процессы. И как историк отмечу следующий момент, то что вообще по всей России сейчас тенденция такая, то что к 2050-70 году могут остаться где-то 7 больших крупных городов. Якутск, он помимо того, что он является столицей региона, с точки зрения культуры, с точки зрения исторической памяти, это центр якутского мира. То есть все миграционные процессы, которые проходят у нас в Дальневосточном федеральном округе, конкретно в Республике Саха-Якутия, отток миграции населения из улусов арктических, центральных,
они идут конкретно в город Якутск. То есть вот наш проект, он нацелен для того, чтобы, скажем так, оседлать вот эту волну миграционную, и цифры вполне реальные. При том, что в Центральной Якутии в данный момент живет 57% населения Республики Саха-Якутия. И вот если перспективы построить мост, то да, вот все население Центральной Якутии, Вилюйских округов, ну, улусов, да, районов, они переедут конкретно в город Якутск. Спасибо. Да, вопрос про суперкампус, размещение его в центре города. Это, безусловно, да, такое принципиальное решение, которое вытекает из нашего представления о том, какими конкурентными преимуществами должен обладать Якутск. В первую очередь это, безусловно, компактность и насыщенность функциями и возможностями коммуникации. Все наши проекты, которые подразумевают какой-то человеческий трафик, какие-то коммуникации, какое-то взаимодействие людей, постарались разместить максимально плотно, да, ну, с учетом там, комфортных параметров. Именно потому, что в современном мире очевидно, что именно люди, их взаимодействие рождают вот этот дополнительный продукт, дополнительную стоимость экономики. В Якутске достаточно мало сосредоточено каких-то производств, и действительно и главное богатство, и, возможно, так, грубо можно сказать, единственное богатство именно города Якутск – это люди. И то, чем занимается Якутск, это развивает своих людей. И поэтому, на наш взгляд, и это коррелирует с теми наработками, которые сейчас есть там, в современной какой-то науке о человеческом капитале, как его рассчитывают в мировых там, университетах, считая количество возможных потенциальных коммуникаций разных людей на количество времени в городе, мы считаем, что разнообразие и объем функций, сосредоточенных внутри города, в центре города, это важное пространственное решение, которое позволит вот обеспечить вот этот качественный рывок в развитии человеческого капитала. Поэтому мы не захотели его выносить за город, чтобы не разрывать эти связи, чтобы люди, которые учатся в суперкампусе, оставались внутри, взаимодействовали с своими коллегами, сверстниками, и вместе они вот решали эту задачу по развитию Якутска. Михаил Николаевич. Да. Спасибо. Третий вопрос. Был третий вопрос еще? Я коротко отвечу. Когда мы проектировали новые жилые кварталы, конечно, мы основывались на действующие региональные нормативы. И, как известно, в действующем РНГП обеспеченность 24 квадратных метра. Также мы учитывали объемы вводимого жилья. Сейчас в Якутске это примерно 370 тысяч квадратных метров в год. И мы учитывали стратегические цели, что каждый год необходимо увеличивать темпы роста, поэтому у нас вот такой в жилых домах первый этаж у нас нежилой, и остальные этажи жилые. То есть это комбинированная общественная жилая застройка. Поэтому у нас получился такой средний показатель для всех КРТ одинаковый. Спасибо. Так, добрый день, коллеги. Меня вот тоже продолжение вопроса Александра Сергеевича по размещению кластеров тоже заинтересовало, чем руководствовалась команда, выбирая места их размещения, и вообще учитывалось же, что сегодня, в принципе, город же тоже строит такие вот кластеры, уже начали строить, да? Учитывали ли вы то, что, допустим, сегодня есть у нас медицинский центр, а вы медицинский городок располагаете где-то в совершенно другом месте. Сегодня начинается строиться туристический кластер в Табаге, а вы туристический кластер размещаете в Тулагино. Вот чем руководствовались вот эти вот перемещения, да, и учитываете ли вы то, что сегодня уже, в принципе, эти кластеры начали строиться? Вот студенческий кампус, допустим, вуз наш сегодня СВФУ размещается в одном месте, а ваш кластер совершенно другом, межвузовский. Это один вопрос. И второй, значит, вот все эти очень крупные проекты, и в том числе Лена Сити, завершаются, вот, судя по этапам реализации, до 1932 года. Так вот, если взять тот же Лена Сити, да, сегодня мы за 40 лет построили только 202 и 203 кварталы на намывных грунтах, а
за 10 лет вы предлагаете построить вот весь этот крупнейший Лена-Сити. Насколько это реалистично? И до 1932 года вообще вот построить все эти кластеры, которые предусмотрены вашим проектом, тоже насколько это реалистично? Короткий ответ. Спасибо. Благодарю за вопрос. Значит, что касается размещения всех кластеров по территории, мы считаем, что город должен быть полицентричным, особенно учитывая климатические особенности. То есть мы размещаем разные локальные районные центры в радиусе 15-минутной доступности. Тем самым мы снижаем транспортные нагрузки и развиваем город равномерно. Что касается креативного кластера в автодорожном округе, конечно, мы использовали, как я говорила ранее, неэффективно используемые складские и промышленные территории и выявленные территории аварийного жилья для размещения новых объектов. Второй вопрос. Да, немножко дополню Ольгу, что мы стремились добавить новые точки роста, чтобы ориентироваться на них для развития города. Второй вопрос, реально ли построить Лена-Сити за 10 лет? Практика показывает, что 202 и 203 кластер, они построены в достаточно короткие сроки. Мы общались с нашими местными коллегами и думаем, что в первую очередь нужно, конечно, построить городскую набережную, потому что жители много лет о ней мечтают, потом IT-кластер и параллельно завершать строительство комфортного жилья. Возможно, это частично перейдет на следующие периоды, но мы думаем, что вполне реально уложиться за 10 лет. Мы благодарим вас за презентацию и ответы на вопросы. Вы можете перейти в комнату для ожидания финалистов и дождаться церемонии награждения на пресс-конференции. Спасибо. Мы переходим к третьей команде консорциуму под лидерством IND Architects. Исторически Якутск зарождался в тесной связи с природой. Город рос, используя особенности среды, органично вплетался в ландшафт. Со временем процессы урбанизации изменили эту стратегию. Быстрое и хаотичное развитие привело к потере цельности и ослаблению связей с истоками. Якутск сегодня – это город, который, с одной стороны, живет в таких сложных условиях, экстремальных условиях, но при этом у него богатый культурный потенциал, высокий человеческий потенциал. И наша задача – помочь людям развиваться в этом городе. Не бороться с природой, не сражаться с природой, а жить в согласии с природой. Поэтому в нашей стратегии 3 основных уровня – экологический, экономический и социальный. Справиться с сезонными подтоплениями помогают берегозащитные укрепления и раскрытие сети городских каналов. В связке они решают проблему водоотведения. Синий каркас становится гарантией безопасности Якутска и наполняется сетью общественных пространств. Шаг за шагом создается агропояс. Он обеспечивает продовольствием якутян, а в перспективе и соседние поселения. Через него протягивается большой туристический маршрут от Старой Табаги до Капитоновки. Оба каркаса города, зеленый и синий, запускают развитие бизнесов и активируют экономику города. Наращивается инфраструктура в разных частях Якутска, которая делает его удобным для жизни. Школы, больницы, парки находятся в 10 минутах ходьбы. Переосмысленная дорожная сеть с развитым общественным транспортом сшивает городскую ткань. Она решает проблему доступности и разгружает центр. Город собирается в единую работающую сеть и экосистему.
Очень важно в мастер-плане предусмотреть правильную этапность реализации проекта. Мы не формируем проекты, которые могут развиваться десятилетиями. Это очень долго. И зачастую не всегда через 10 лет они актуальны. И на первом этапе мы закладываем первые победы, которые позволят локальным сообществам и населению ощутить эффект от мастер-плана, получить фидбэк и отреагировать потом проектными решениями на этот фидбэк, и тем самым подготовив жизнестойкий мастер-план. В первый этап мы закладываем создание берегозащитных укреплений, которые становятся частью ландшафтного парка с уникальной набережной. Система каналов имеет несколько выходов к большой воде и обеспечивает сброс поверхностного стока в Лен. Коммуникации прячутся в насыпи и под мостками, что существенно сокращает теплопотери и оставляет открытым вид на реку. Впоследствии ландшафтный парк разовьется в важное общественное пространство, которое станет точкой притяжения туристов и площадкой для ленд-арт-фестиваля. Одновременно с этим, с другой стороны Якутска, реализуются первые участки агропояса. В основном сейчас благоустройство нашего города происходит за счет того, что мы изымаем из природной среды обитания, из наших окружающих лесов посадочный материал и пересаживаем его в город. Но создание агропояса – это не только выращивание сельскохозяйственной продукции, но и это получение посадочного материала для озеленения Якутска и близлежащих населенных пунктов. Проект преследует такие цели, как увеличение инвестиций в сельское хозяйство, обеспечение жителей города Якутска и его пригородов качественной сельскохозяйственной продукцией и поддержание местных предпринимателей. Также на первом этапе преобразований оживает и парк культуры «Зеленые легкие города». Пространство открывается Якутску и играет ключевую роль в создании городской связности. На берегах озер Сайсары и Теплого зарождается деревня мастеров. Здесь будет биться креативное и технологичное сердце города. Пространство становится одновременно центром сохранения идентичности Якутска и двигателем новой экономики. Вместе с реализацией первых ключевых проектов проводится поэтапный редевелопмент жилой застройки. Появляются более разнообразные типологии, от современных панельных домов до урбан-вилл. Климатические и культурные особенности Якутска очень серьезно повлияли на то, как мы задумывали проект. Так у нас появились элементы северного дизайна. Создается качественное благоустройство с учетом северной специфики. Озелененные улицы и активный ландшафт внутри дворовых территорий делают климат более комфортным. Эффективно задействуется пространство между зданиями и землей. Освещение работает на солнечных батареях, что делает его автономным. Налаженная система сбора отходов позволяет использовать их вторично. Нам очень важно сохранять самоштабность строительства, жилой застройки, интеграцию в зеленый каркас, а также интеграцию из современных инженерных систем, которые позволяют комфортно жить в городе. Постепенная активизация Якутска запустит обновление ближайших поселений. Хатасы, Владимировка, Тулагина, Сырдах, Кельдямцы развивают агропромышленность. Кангаласса и Капитоновка – образование, науку и производство. В Табаге возрождается деревообрабатывающая промышленность. Все они образуют эффективную экономическую модель агломерации. Вместе с жителями Якутска мы можем обновить город через деликатные проектные решения и пронести связь с корнями в будущее уникальной северной земли. Якутск больше, чем север. Добрый день. Меня зовут Амир Идиатуллин, я руководитель компании IND Architects и лидер консорциума. Хотел бы поблагодарить эту землю, эту солнечную погоду за то, что она сегодня нас встречает такой погодой. И когда я сюда летел на самолете, я видел потрясающие виды ландшафта. И мы задались вопросом, почему Якутия не может быть лидером среди северных городов, а мы проанализировали несколько крупных городов, которые работают и существуют в сложных условиях климатических. И, например, вот Исландия, она лидер по
переработки продукции и поставки аграрных продуктов питания. Например, Канада – это лидер в сфере туризма и третичного сектора, и Дания, которая, собственно, до 80% рынка труда – это сектор услуг и сервисов. И как нам на основе вот этих данных создать город, жизнестойкий город? И в первую очередь я бы хотел обратиться к корням, к истокам зарождения города, то, как развивалось поселение, то есть люди жили в согласии с природой, но в момент быстрой идентификационных, таких быстрых строительства города возникла проблема в том, что сейчас экологическая ситуация не оставляет желать лучшего, загрязнение, пыль, и мы в своей стратегии видим то, что современная Якутия – это центр решения этих проблем. Сначала хотел бы я рассказать про агломерацию. Мы в своих решениях видим, что нужно решить 3 базовых принципа. Это эффективное использование ресурсов, диверсификация экономики и решение бытовых проблем. И в данном случае мы планируем, что в рамках вот этой всей агломерации мы сконцентрируем основные точки роста. Это, например, в Капитоновке и в Кангаласах это развитие суперкампуса и дата-центра. В Свердловске-Владимировске и Хатасы это производство завода по производству панельного домостроения. И все это, собственно, создает комфортный городской округ. Развитие агломерации способствует, во-первых, решению таких проблем, как сельское хозяйство и поставка продуктов питания. Мы сейчас знаем, что одна из проблем – это высокая стоимость, себестоимость продуктов питания. И здесь мы предлагаем развивать аграрный пояс, то есть это целая сеть различных проектов, связанных с логистикой, с выращиванием свежих продуктов, но при этом это и развитие туризма, потому что мы знаем, что для того, чтобы поехать куда-то очень далеко, якутам вылетать, поэтому развитие туризма, локального туризма – это огромный потенциал развития экономики и досуга жителям. И помимо всего прочего, аграрный пояс, он позволяет нам еще выращивать растения, которые мы можем использовать в благоустройстве города. И если посмотреть сейчас на то, как город благоустроен, то мы видим, что здесь есть огромная потребность в именно формировании зеленого каркаса, и я сейчас более подробно, чуть попозже расскажу. Еще один из наших ключевых проектов, это связано с такими точными развитиями опережающих центров, таких, например, как алмазная переработка. И мы знаем, что сейчас все алмазы отправляются практически в Индию на огранку, а это большой объем, так скажем, бизнеса. И мы бы хотели, чтобы здесь, в Якутии, зарождалась и огранка, и ювелирное искусство продолжало также расцветать. И, собственно, это позволит нам формировать новую экономику. Плюс такие виды новых экономик, как IT-сектор, дата-центры, когнитивные технологии. И мы, в свою очередь, с компанией Mail.ru прорабатывали идею именно развития вот этих вот IT-индустрий в Якутии. А здесь мы видим огромный потенциал именно молодых кадров, уже подготовленных. И, конечно же, образование, потому что мы видим, что есть огромный запрос на то, чтобы здесь людям получать образование, обучаться, работать и не уезжать никуда дальше, то есть создавать семьи именно в Якутии. Но при этом мы создавали наш суперкампус не таким большим мегапроектом, а именно модульными строениями, для того, чтобы мы могли вначале запускать небольшими изменениями и запускать небольшие очереди, для того, чтобы тестировать все эти решения и со временем развивать этот проект. Еще одна из, так скажем, проблем строительных отраслей – это наличие ресурсной базы. И здесь мы видим, что
возможно возродить это деревянное домостроение. И с компанией CGJ Group мы проанализировали то, что есть здесь огромная ресурсная база для этого, для создания CLT домостроения. Но при этом и с компанией PIC мы проработали создание модульных домокомплектов и вообще считаем, что модульное домостроение поможет реализовать те амбициозные планы, которые есть у республики по строительству жилья. И, конечно же, мусоропереработка. Здесь мы видим, что можно внедрять новые технологии и производить малые архитектурные формы за счет этого, и при этом уменьшать воздействие антропогенное на природу. И говоря про эффекты, здесь мы видим, что в целом мы планируем, что до 50% вырастет структура в малых и средних предприятиях, у нас вырастет количество предприятий, которые работают в сфере услуг и туризма, и 1,5 раза снизится безработица. И еще мы в своей работе много проводили исследований, связанных с тем, что мы не хотим, чтобы город увеличился. Наша задача, наоборот, сделать компактный город для того, чтобы снизить, во-первых, и эксплуатационные затраты на использование и эксплуатацию города, но при этом модель более сделать эффективной. И говоря о решении проблем, связанных с экологией, в первую очередь мы хотели бы сказать, что ландшафт и природа спасет нас. Во-первых, сделать водный и зеленый каркас, объединить их и дать возможность городу дышать в плане того, что мы формируем, во-первых, сеть каналов, которые позволят нам убирать лишнюю воду, и агропояс, который проникает в город и формирует вот эти зеленые ландшафтные коридоры, и тем самым мы решаем проблему не только экологической ситуации в регионе, но еще и социальной, потому что по нашим опросам людям не хватает мест, где можно проводить время, где можно гулять. Несмотря на такой суровый климат, есть запрос на качественные пространства рекреационного характера. И говоря про защиту от наводнений, подтопляемых зон, здесь мы проработали стратегию, которая позволяет нам реализовать на первом этапе пробную систему тестирования наших решений. Вот в данном случае это насыпная набережная, которая на 25% дешевле, чем бетонная, но при этом она позволяет нам, во-первых, использовать часть насыпи для использования инженерного канала. Второе, это насыпная набережная позволит нам создать новый зеленый каркас вдоль водного каркаса. И здесь мы видим, что наша дамба превращается в парк. Но это не только парк, это еще и пространство для прогулки, для активной экономической деятельности в городе. И нам не хватает именно в городе ядра, то есть того места, где люди могут идентифицировать город Якутск с этим местом. И нам кажется, что именно набережная сможет нам создать этот уникальный дизайн-код будущего Якутска. И все это формируется в целую систему различных решений, связанных с этими берегоукрепляющими сооружениями. В данном случае мы оперируем различными шириной этих сооружений и тем самым формируем такой качественный ландшафтный парк. И система локальных каналов позволит нам, во-первых, решать проблему с водоотведением, но при этом это не только каналы для водоотведения, потому что многие решения мы часто видим, что каналы прячут в коллекторах. Нет, для нас каналы это еще и ландшафтные артерии, где мы высаживаем растения, при том, что это позволяет нам сформировать вот этот качественный зеленый каркас. И мы хотим, чтобы порядка 90% всех дворов были благоустроены. Сейчас мы знаем, что этот показатель очень низкий и не превышает 10-15%. И говоря о сформировании ландшафта в мерзлоте, здесь мы видели для себя основных 5 принципов. И один из ключевых – это при посадке, во-первых, использовать специальные насыпные холмики для того, чтобы сформировать возможность корневой системе питаться, но при этом еще и
мы понимаем, что нужно заниматься организацией маточных питомников, высаживать растения более групповыми методами для того, чтобы они могли лучше приживаемость и выживаемость была у этих растений. И вот здесь мы показали на схемах, как мы используем эти ландшафтные решения. Плюс еще мы предполагаем использовать специально мульчированную почву, которая позволяет нам, во-первых, и удерживать пыль, и при этом она впитывает больше влаги в себя, и тем самым мы уходим от количества осадков, которые, ну, то есть от луж, от вот этих вот избытка осадков, которые вот даже мы сегодня утром это наблюдали. И у нас получается, что благодаря этому мы помогаем людям больше проводить времени на открытом воздухе в теплый период времени, но при этом наш ландшафт, а чуть я позже покажу, мы сможем организовать систему и павильонов в зимний период времени. Плюс мы работаем над городской мобильностью, и в данном случае мы создаем 73 километра новых связей. Это, во-первых, и объездная дорога, это и частично реконструируемые дорожные полотна с изменением профиля. И в данном случае мы увеличиваем, во-первых, большой акцент на общественный транспорт. Это и 8 новых маршрутов общественного транспорта. Плюс мы стимулируем развитие общественного транспорта и стараемся уменьшать все-таки использование индивидуального транспорта, для того, чтобы повысить мобильность людей, не используя свой личный транспорт. Плюс мы переносим автовокзал, потому что подключаем его к федеральным трассам и используем, ну, стимулируем для того, чтобы люди больше передвигались в регионе на общественном транспорте с учетом наших планов развития агломерации. И говоря про компактный город, как я уже ранее говорил, мы хотим, чтобы наша территория, она сохранила все парки и скверы. Наш город был более компактный. Для этого мы проанализировали ряд территорий, которые есть в городе, и понимаем, что на самом деле у города огромный есть скрытый потенциал, и мы взяли в разработку не только те участки, которые были по техническому заданию, но и дополнительные участки, которых мы посчитали, что их нужно включить в разработку мастер-плана, я чуть позже покажу. И здесь мы используем участки, которые уже не используются в производстве или они неэффективны, но также активно и занимаемся реконструкцией уже ветхого жилого фонда. Говоря про типологию, в первую очередь мы бы хотели сказать, что мы хотим расширить типологию использования жилья. То есть это не только жилье панельное домостроение, но это и урбан-виллы, таунхаусы, это CLT-панели, деревянное домостроение. Мы сейчас знаем, что уже сейчас в России появились первые дома многоэтажные по этой технологии. Это нам позволяет очень быстро реализовать проект. То есть наша задача максимально быстро дать возможность людям жить в комфортном жилье. И при этом мы с компанией ПИК разработали несколько принципов. Первое – это модульность наших решений. То есть модульность связана не только с домостроением, но и с решениями по мастер-планированию. Вот, например, чуть позже я вам покажу на эту тему. Еще самый важный принцип – это эффективное использование пространства под зданиями. И здесь мы с нашими ребятами из Якутии проработали несколько решений, связанных, во-первых, и с опусканием входной группы на первый этаж с температурой плюс 5 градусов, где есть подъемник, плюс создание ландшафтных решений в геопластике и скрыть пандус в рамках ландшафтного дизайна. Собственно, это позволяет нам и высаживать деревья целыми группами. И все это, собственно, формирует такую эффективную систему первых побед, про которые я сейчас буду более подробно рассказывать. Вот, например, наш парк отдыха, и здесь мы его хотим превратить в социальный проект Land Art, где люди, дети, родители могут гуляться, прогуливаться. Здесь можно проводить фестивали. И вообще, кстати, фестивальная жизнь в Якутии очень вдохновляет, особенно если посмотреть в поиске, забить про жизнь якутян, очень много культурных различных мероприятий. И мы
даем возможность людям, во-первых, и прикоснуться к водному фронту. Сейчас совершенно нету таких пространств, где можно прогуливаться на берегу. Но при этом, как вот здесь мы видим, и обновленная набережная, которая поможет нам раскрыть вот этот водный потенциал, который скрыт сейчас от людей. И все это формируется такими активными социальными проектами, связанными с ленд-фестивалями, арт-проектами. И в будущем, собственно, вот здесь мне бы хотелось встретить рассвет или закат, провести время, прогуляться. И мне кажется, это очень амбициозная задача, которая поможет городу обрести лицо. И говоря про центры такого опережающего развития, вот я бы хотел сказать про проект «Земля Аланхо». Здесь мы уже интегрировали ту филармонию, которая сейчас строится, но при этом планируем развивать и образовательный кластер, плюс многофункциональное жилье, деревню мастеров, вообще сделать этот центр новым центром города. Это такое многофункциональное пространство, где есть и парки, есть отели, но при этом все-таки сохранить ипподром, потому что считаем, что это сохранение ипподрома очень важная задача для сохранения вот этого культурного пласта, связанного с конным видом спорта. И здесь же мы предлагаем в рамках развития университета это тестировать и аддиктивные технологии, и здесь мы с компанией Mail.ru прорабатывали целый ряд различных технологий, которые могли бы быть применены в городе. Это, например, это датчики по сбору мусора, это датчики на уровне затопления и предупреждения о различных стихийных бедствиях. И вот здесь как выглядит визуализация нашего проектного предложения. То есть вот эта вот сбалансированность зеленого каркаса и жилого. И в нашем проекте она очень прослеживается, потому что мы в целом за то, чтобы не сильно урбанизировать город. То есть в нашем проекте мы предлагаем всего 2,8 миллиона квадратных метров нового строительства, исходя из тех предпосылок, но чуть попозже наши экономисты расскажут. С компанией ПИК мы прорабатывали не только дизайн-код и систему реализации проектов, но и интеграцию ландшафтных решений, потому что считаем, что строительство без ландшафта сейчас это не очень правильно. И вот здесь видно на визуализации, как мы предлагаем интегрировать наши решения, связанные с панельным домостроением, с различными социальными объектами, которые будут расположены внутри наших кварталов. И в целом мы предполагаем, что до детских садиков и школ можно будет пешком зайти всего за 10, не больше 10 минут. И когда я говорил про каналы, здесь мы на визуализации показываем, что как мы видим дизайн-код, который, собственно, интегрирован и в определенные некоторые каналы, которые мы хотим специально сделать чуть больше, интегрировать ландшафт, плюс ко всему прочему мы проработали принципы северного ландшафта, это использование и уличного освещения, которое позволяет нам ориентироваться и в туманах, но при этом создавать яркий образ, и экологические материалы, и использование павильонов для круглогодичного проведения времени. Собственно, все это формирует такой яркий образ города, который всегда функционирует и ночью, и днем. И даже дизайн-код, он выполнен в такой лаконичной манере, но при этом свойственен, использует те символы, которые свойственны якутам. И мы даже опирались на тот герб, который, собственно, был придуман еще в советское время. И все это запускает часть проектов, которые у нас расположены вообще вдоль всей агломерации. То есть они всегда позволяют нам принимать решения в определенный момент, какой лучше проект развивать, подстраиваться под экономические реалии. Вот здесь мы видим суперкампус. Это новый центр образования, где мы планируем, что будет размещено до 6 тысяч студентов. Там же есть жилье, плюс алмазная биржа. То есть все эти проекты, они позволяют нам активно развивать и отвечать на те вопросы, социальные запросы людей, потому что мы провели исследования, и на основе этого
смогли ну, как бы методом урбанистики и архитектуры ответить на эти запросы. И, конечно же, туризм – это новый вектор развития, и вот эта сеть туристических маршрутов, которая расположена, во-первых, я не сказал про визит-центры, это 2 визит-центра, один в Табаге, один в центре города, где туристы могут получить туристические карты, им могут рассказать про вот эту сеть туристических маршрутов, и мы планируем, что порядка 25 тысяч студентов вот при реализации этого проекта будут постоянно заниматься туризмом. И вот этот вот обновленный жилой фонд, который я уже говорил, это 2,8 миллиона квадратных метров на человека, при том, что обеспеченность у нас от 24 до 50 метров на человека, в зависимости от типологии застройки, все зависит от, так скажем, какой застройка выглядит. И в целом мы бы хотели показать фотографию, как Якутск сейчас выглядит, и как мы хотели, чтобы он выглядел. То есть это город, в котором больше зелени, больше воды, в котором видно, что он не очень сильно урбанизирован и есть общественные пространства. И я бы хотел сейчас еще слово передать по экономике. Дмитрий. Коллеги, добрый день. Меня зовут Дмитрий Кузнецов. Буквально пару моментов, да, ну, то есть большой мастер-план планирует большое количество инвестиций, всем это и так понятно. Они будут как бюджетные, так и внебюджетные, как мы это видим, для того, чтобы хотя бы частично покрыть внебюджетную часть. Мы изучили всевозможные программы от национального проекта «Жилье и городская среда», да, там программы «Стимул», который в 2021 году, по которой построено более 190 объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 55 регионах России, также и другие более локальные. В расчетах, которые проводились в финмодели далее, я не буду там углубляться сейчас в многоэтажные таблицы, да, мы просто разделили функционирование по группе проектов, которые приносят прибыль инвесторам, ну, то есть те, которые экономически эффективны. Группа проектов, которые выходят на операционную самоокупаемость, ну, то есть это те проекты, которые в капитальных затратах мы можем поучаствовать в адресными инвестиционными программами, и те проекты, которые будут реализованы за счет бюджетных инвестиций, да, ну, то есть это то, где без помощи федерального центра и региональных инвестиций мы не сможем обойтись. В целом порядка 600 миллионов инвестиций всего, более 60%, 600 миллиардов инвестиций, прошу прощения, всего, более 60% это внебюджетные источники инвестирования. Они будут реализовываться в том числе и за счет проектов комплексного развития территории, да, закрепленные в Градкодексе, разделение на площадки, а также как жилой, так и нежилой застройки комплексного развития территории. Да. Проект мастер-плана также эффективно дополняет и развивает стратегию социально-экономического развития городского округа город Якутск на период 2032 года. Благодарим вас за выступление, но вы сможете иллюстрировать ответы презентации в сессии вопросов и ответов. Уверен, будут вопросы по экономике. Сергей, коллеги. спасибо. Да, не покидайте трибуну, давайте продолжим. Мы открываем сессию вопросов и ответов. Александр Сергеевич, может быть, вы позволите нам продлить экономическую часть? На самом деле в этот раз как раз по экономике был только один вопрос у меня. Вы жилую застройку отнесли к перечню проектов, которые полностью покрывают инвестиционные затраты и приносят прибыль. Опять же, социальное жилье не будет строиться или там жилье при господдержке? Ну, как я и говорил уже ранее, да, как раз-таки программа развития городского округа Якутск, она предполагает в том числе социальное жилье. В целом, по всем маркетинговым исследованиям, да, в том числе представленными коллегами, мы ожидаем там, через 10 лет населения в районе 400 тысяч человек в Якутске. Естественно, это не может быть вот эта реновационная застройка, да, будь она через КРТ или через федеральную программу реновации реализована, без того, чтобы помочь расселить и социальное жилье добавить туда. Как правило, до 15% мы рассчитывали жилье для госнужд и для социального найма жилья.
Но даже при этих предпосылках жилищное строительство у вас приносит прибыль. Интересно, да? Ну, это достаточно сложно, и мы все понимаем, что в регионах, там, когда ты ловишь пипсы, да, в девелопменте, самые главные, наверное, затраты, которые может повлиять на себестоимость, это даже не стоимость бетона, да, а инженерная инфраструктура и подключение к ней. Может быть, тогда в связи с этим по экономике второй последний вопрос. На одном из слайдов был тезис, что на 20% компактный город позволяет на 20% меньше расходов на инфраструктуру. На 20% меньше по сравнению с чем? И за счет каких механизмов? Ну, за счет эффективной инженерной инфраструктуры, как раз-таки эффективного его использования. Ну, то есть любая новая застройка, она подразумевает более новые форматы по СНИПам и по энергоэффективности, в том числе, поэтому на 20% снижается энергоэффективность. Повышается, прошу прощения. Вы хотели бы добавить? Ну да, мы с компанией ПИК прорабатывали именно систему инженерных коммуникаций, которая позволяет, собственно, уменьшить потери и тем самым быть более эффективной. Плюс более компактная застройка, которая нам уменьшает количество, так скажем, вот этих вот инженерных коммуникаций. Семен Афанасьевич хотел взять слово. Я всех вижу, всем предоставим слово. Прошу вас. Добрый день, коллеги. Продолжу вопрос по экономической части, так как выступающие не уложились. Да? Меня интересует именно вот намывная часть, то, что предложено в вашем проекте. И видим, что с таким видом застройки, то, что вы представили, есть ли вообще самоокупаемая ли вот эта территория, да, в этом варианте, который вы представили? Это один вопрос. И второй вопрос у меня вот по деревообработке, которая расположена в Табаге, и по по заводу для панельного строительства в Капитоновке. Почему такой разброс? И нельзя ли использовать территории, например, заводов, которые существуют в городе? Да, добрый день. Отвечу на первый вопрос по поводу набережной сначала. Мы понимаем, что каждый год ежесезонно огромные траты на восстановление ущерба, который приносит подтопление. Это очевидный для всех нас факт. И если сложить хотя бы там несколько сумм, до 5, условно, 10 лет, 2 раза весна и осень, те суммы, которые мы тратим на восстановление инфраструктуры, и единожды построить очень простую насыпные укрепления, которые гораздо более эффективны, чем бетонная набережная. Это во-первых. Во-вторых, живая набережная, зеленая набережная — это уникальное лицо города, северного города. Все набережные сегодня закатаны в бетон, и набережная Якутска может стать таким уникальным объектом, уникальным событием. Более того, это площадка для фестивалей, для арт-фестивалей, для раскрытия вот этого потенциала Якутии, для арт-объектов, приглашать художников, устраивать какое-то просто из этого шоу. Мне кажется, это все окупится в ближайшие буквально несколько лет, особенно с учетом ежегодных трат, опять-таки, на подтопление, от которых она обезопасит город. Это первый. Второй вопрос по поводу существующих заводов. Да, все верно. По поводу лесной промышленности мы, конечно, в первую очередь рассматриваем Табагу, потому что там эта промышленность уже развивалась, и, конечно, в первую очередь это восстановление существующего завода. Впоследствии пристраивание дополнительных блоков, потому что сначала это лесопереработка, потом можно изготавливать и фасадные панели, и мафы для города, и все это в конечном итоге может разрастись в большой лесотехнический перерабатывающий блок и быть таким тоже важным якорем, который и Якутск обеспечит и мафами, и панелями, и всем чем угодно, и может потенциально поставлять какие-то интересные объекты из дерева. В общем, тоже... Коллеги, будьте лаконичнее, чтобы все успели задать вам вопросы. Антон Владимирович Финогенов с нами на связи. Антон Владимирович, ваше слово. Да, у меня будет два вопроса. Во-первых, по поводу агропрома, на котором вы делаете серьезный акцент. С другой стороны, строительство моста через Лену улучшает логистическое плечо и как бы несколько снижает мотивацию для развития собственного агропромышленного комплекса. Не видите ли вы здесь каких-то противоречий? Это первое. И второе, можно ли чуть подробнее по реконструкцию районов ИЖС и районов типовой советской застройки,
какие вы там собираетесь применять градостроительные и архитектурные принципы? Буквально. Да, спасибо за вопросы. Отвечу на первый по поводу Ленского моста. Абсолютно не видим противоречий в том, что мы развиваем активно агропояс. Агропояс — это на самом деле 3 важных аспекта города. Это в первую очередь обеспечение продовольственной безопасности, в вторую очередь это развитие туристических аттракторов, это сыроварни, это экофермы, это городские какие-то активности для студентов, для школьников, для взрослых, это ежедневный отдых, это выходные на ферме, это на самом деле потрясающий вид активности, который будет привлекать большое количество людей в Якутск. Поэтому нет. И более того, мы понимаем, что Ленский мост позволит экспортировать ряд услуг, которые Якутск как раз-таки будет предлагать остальным регионам нашей страны. Поэтому только плюсы со всех сторон. Агропояс вкупе с Ленским мостом — это жизнестойкий Якутск, который экспортировать может и себе забирать. Спасибо. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Что еще? У вас был вопрос? Мне очень понравился тезис основной: излечить, сохранить и приумножить. Конечно, как житель города Якутска я всячески поддерживаю ограничение высотности, но когда мы говорим об экономике города, у меня вопрос: вот каким образом вы планируете, например, развитие нашего городского парка без какого-то якорного инвестпроекта? Это первый вопрос. И второй вопрос: те же урбанвиллы, то есть Сайсарский округ, вы все-таки предлагаете сократить этажность, и вот каким образом обеспечить все-таки экономическую эффективность таких проектов? Да, смотрите, первое важное, что касается застройки, мы здесь выигрываем за счет плотности, а не за счет этажности. Важно понимать, что это критический фактор. Мы плотнее строим и создаем комфортную среду. Якутск никогда не имел каких-то огромных доминант, какой-то массовой застройки. Это совершенно не северная история. И мы поддерживаем в этом смысле Якутск. И что касается концепции, вот этот подход возвращения к природе, возвращения к корням, это восстановление вот этого бережной работы со средой. И в этом смысле строить какие-то огромные 16-этажные дома в Якутске — это совершенно неестественно, противоестественно, я бы сказала. Это первое. По поводу... Что-то я забыла, простите. Ну, я добавлю, что в свою очередь мы с компанией ПИК прорабатывали мастер-план с учетом различной этажности, и у нас есть районы, где преобладает невысокая этажность, это в первую очередь там, где мы реновируем жилой фонд, и там мы используем CLT-панели, быстрые возводимые конструкции для того, чтобы снизить себестоимость строительства, и тем самым просто будет дешевле строить, и людям это дешевле там выкупать. А для с компанией ПИК мы прорабатывали именно идею не высоких домов, как вот Ксения сказала, 16 этажей, а гораздо меньше, и для того, чтобы была среда более комфортная. Можно, Амир, чуть-чуть дополнить вопрос? Вы же понимаете, в каких условиях мы живем? У нас нет практически свободных резервных земельных участков, где можно было бы с чистого листа начинать. А применение в основном касается именно расселения объектов аварийного жилого фонда, обеспечения инфраструктуры. Вот это как обеспечить инвестиционно? Я могу прокомментировать по каждому участку. У нас на самом деле в альбоме довольно подробно все расписано. Все участки, которые мы выбрали, вот если вернемся к той схеме, то это преимущественно участки с неэффективным использованием. Это либо промзоны, либо заброшенные участки, какие-то бесконечные парковки, которые на самом деле могут сыграть существенную роль для городского развития. Не нужно расширяться, куда-то уходить бесконечно, застраивать север. Так не работает. Нужно работать с тем, что есть. Поэтому мы выбираем участки преимущественно неэффективные. Вот 2 новых — это с наибольшей концентрацией аварийного жилья. И вы правильно сказали, поэтапная стратегия переселения на самом деле нас спасает в этом смысле. Для каждого участка мы разработали поэтапную стратегию редевелопмента. В первую очередь это более массовая многоквартирная застройка, которая позволит переселить максимум людей. Впоследствии это уже, конечно, более дорогие и комфортные виды жилья, потому что и развивается инфраструктура, и появляется благоустроенный канал, и все это, конечно, может увеличивать стоимость. Собственно, за счет этого мы создаем целый спектр типологий и можем покрыть потребности всех категорий горожан, от социального жилья, с субсидиями, с льготами, и какой-то уже суперкомфортной урбанвиллы с видами на Лену. Все здесь вполне может быть вот с учетом этой стратегии. Я могу еще прокомментировать по поводу транспорта и инженерки. Это все тоже
Ну хорошо, все есть в альбоме. На самом деле по каждому участку поэтапная стратегия. Каждый участок мы разбили на 3 подэтапа. Это быстрое переселение с массовой застройкой, чуть более дорогой сегмент с благоустройством на 2-м этапе и самый дорогой сегмент жилья на 3-м этапе. Тоже можно все прочитать. Спасибо. Юлия Олеговна. Коллеги, у меня короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, а компания ПИК в консорциуме, они, принимая участие в этом проекте, выражают свои намерения прийти, и вы приходите с партнером, который уже готов строить и вкладываться, или они просто как проектировщики вас дополнили? Да, смотрите, все логотипы, которые сегодня были на слайдах, это и Alros, и Mail.ru, это все те компании, с которыми мы так или иначе взаимодействовали. Мы писали им письма, получали фидбэк, общались насчет того, насколько они готовы в наших проектных решениях участвовать, и на все это получили положительный ответ. И ПИК, что касается конкретно ПК, конкретно с ним разрабатывали даже планировочные решения, квартирография, это тоже все есть в альбоме. Они готовы абсолютно точно прийти в Якутию, потому что сейчас, последние годы, особенно сильно развиваются в регионах. Я думаю, это не проблема. Уже сегодня они пришли на Дальний Восток, вполне себе Якутия. Я даже добавлю, когда мы с ними разговаривали, у них несколько было встреч с вице-президентами, и они понимали, что если они участвуют в конкурсе, то они понимают, что они должны дальше идти в регион. И пример Сахалина тот же самый, он показывает, что девелоперы, они готовы входить в регион и развиваться. Яков Ананьевич. Спасибо. У меня вопрос такой. В предыдущей презентации, когда вы презентовали, там было предложено или типа замечания или рекомендаций, что у вас отсутствует партнер из республики. Вы наполнили это пространство? Да. Кем? Наши коллеги Горпроект консультировали нас на протяжении всего проекта, и ночью, и днем могла звонить, задавать свои вопросы, ответы незамедлительно поступали. Горпроект. Ведущий девелопер на сегодняшний день, насколько я понимаю, в Якутске готовы строить все, что мы... И второй вопрос. То, что вы сказали, то, что здесь логотипы Алроса, да? Они намерены все-таки построить этот центр? Алроса заинтересована в том, чтобы иметь такой центр, потому что это производство с повышенной добавочной стоимостью. Важно понимать, что это существенные экономические драйверы для Якутска и для Якутии в целом. Да. Поэтому, конечно, да. Я, Надя, еще хотел бы сказать, что в рамках мастер-плана и задача будущим инвесторам показать возможности. И тем самым мы показываем инвесторам, что это может быть и это может работать. Плюс команда экономистов, которая говорит, что это еще и экономически эффективно. Поэтому, мне кажется, наоборот, нужно вовлекать все больше заинтересованных людей, тем самым привлекать на инвестиционную площадку. Плюс мы, кстати, не было на презентации, к сожалению, мы не смогли показать видео. Там был видеоролик инвестиционных проектов. Я не знаю, можно это показать? То есть мы сделали специально сайт с инвестиционными проектами. Мы вам потом, попозже пришлем эти ссылки, чтобы просто посмотрели. И там любой инвестор может зайти на эти инвестиционные площадки, посмотреть площадку, экономику и тем самым проявить активность в регион. Да, мы сделали сайт. Сайт называется «Разовьем малый и средний бизнес в Якутске вместе». Что это дает? Это на самом деле первый шаг к реализации мастер-плана. Это те решения, которые можно реализовать уже в следующем году. Мы выбрали 10 перспективных площадок в рамках агропромышленного пояса. Это те территории, которые сегодня относятся к землям сельскохозяйственных угодий. Это территории потенциально, на которых можно располагать первые участки агропромышленного комплекса, экофермы, сыроварни и все прочее. Для каждого участка мы рассчитали примерную стоимость объекта, расписали примерное расположение и объемы строительства и указали цены. Для того, чтобы сделать этот сайт эффективным, нам нужна ваша помощь, для того, чтобы государство в лице вас, администрация города начала взаимодействовать с частными предпринимателями, для того, чтобы они могли уже сегодня пробовать реализовывать здесь первые идеи. Это первая победа мастер-плана, коллеги, которая может напоминаю, произойти у нас уже... сессия вопросов и ответов. Галина Пивовар хотела бы задать вопрос. Это не презентация. Пожалуйста, давайте ответы. Галина, прошу вас. У меня еще один вопрос был просто. Давайте
Да, коллеги, спасибо большое. Была интересная презентация. У меня следующий вопрос. Я смотрю вот этап запуска процесса преобразований и те проекты, которые у вас включены в этот этап, они все выглядят больше затратными, а не инвестиционными. Вот как вы видите вот эту вот критическую историю с началом, да, потому что понятно, что процесс преобразований, запуск его штука сложная. Вот. В общем, как вы отвечаете себе на данный вопрос, откуда найдутся эти первые инвестиции? И второй мой вопрос, наверное, в продолжение первого, поскольку мы ведем весь трек по 25 мастер-планам Дальневосточного федерального округа и смотрим, как работают различные города, у нас даже в структуре презентации, условно говоря, есть сейчас такое требование обозначить, что является ключевым дефицитом, который мешает городу в данный момент реализовать все задуманное. Это может быть там 1, 2, 3 проекта, которые должны решаться на федеральном уровне. Вот на ваш, так сказать, на ваш взгляд, что для Якутска является вот этими ключевыми проектами? Спасибо. Тогда я отвечу сначала про ключевые проекты. Мы считаем, что ключевой проект – это развитие водного каркаса в части набережной, то есть создание вот этого ядра города, центра города, и земля Аланхо, потому что там вы уже строите… Да, то есть, тогда давайте по экономике. Коллеги, смотрите, по первому этапу у нас идет девелопмент аварийного жилья, и граждан из аварийного в новое жилье мы создаем немножко больше квадратных метров по объему ввода. Тем самым часть выходит все-таки на рынок. То есть здесь у нас окупаемость была взвешена, и внутренняя норма доходности порядка 19% для инвестора, что неплохо в нынешней экономической ситуации. Если мы говорим про другие проекты, они там дальше разгоняются достаточно активнее, то есть вторая, третья фаза там дают даже больше IRR, чем в первом этапе. Вот. Коллеги, по первому вопросу. Можно я еще дополню по первому вопросу? Мне кажется, очень важно понимать, что базовая качественная среда, если она появится в Якутске, люди выйдут на улицу, и люди будут больше времени проводить там, и малый и средний бизнес наконец-то заживет. Представьте, что зимой будет работать киоски с глинтвейном, не знаю, летом это павильоны, читальные, библиотеки уличные, кафе и все прочее, все то, что сегодня недоступно, где-то нужно подниматься по лестницам, заходить на второй этаж, все это работает только летом. Мне кажется, что главный драйвер — это развитие малого и среднего бизнеса, который просто придет, когда для этого будет доступная среда. Коллеги, у нас остается 15 секунд, за это время мы уже не успеем задать еще один вопрос. Последняя реплика от вас. В первую очередь я хотел сказать спасибо за этот потрясающий опыт, прикоснуться к этой культуре, поэтому нам очень было приятно работать с регионом. Благодарим вас. Уважаемые дамы и господа, напоминаем, что вы в прямой трансляции посредством официального сайта Республиканского медиацентра «Саха-Медиа», YouTube-канала «Саха-Медиа» и YouTube-канала агентства «Центр» наблюдаете финальное заседание жюри открытого всероссийского конкурса по созданию мастер-плана города Якутск, Республики Саха-Якутия. К нам присоединился председатель жюри и глава Республики Саха-Якутия Айсан Николаев. И мне бы хотелось, открывая сессию обсуждения работ, предоставить его слово для вступления и открытия этой сессии. Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, хотел бы поблагодарить всех участников нашего всероссийского открытого конкурса, тех, кто пришел на конкурс, и, конечно, поблагодарить 3 команды финалиста, которые сделали очень содержательные предложения по мастер-плану города Якутска.
Безусловно, я считаю, что тот путь, который мы с самого начала выбрали по, скажем так, организации открытого конкурса по созданию мастер-плана города Якутска, он абсолютно себя оправдал. Мы особо никуда не спешили, мы не делали там конкурсы с единственным участником. Мы на самом деле предложили лучшим архитекторам страны участвовать в этом конкурсе, и на самом деле интерес был очень большой. 3 команды, они, ну хотя все они московские, но в консорциумах вся страна, и Санкт-Петербург, другие крупные центры, даже есть участники из иностранных государств, так, тоже само по себе в последнее время редкость. Ну и, конечно, то, что во всех консорциумах тоже принимали участие наши якутские компании, якутские команды. На мой взгляд, это тоже очень важно с точки зрения роста профессионализма, с точки зрения появления компетенций, в том числе и у местных архитектурных бюро. И, безусловно, очень важно то, что вот создание создание всех этих проектов по мастер-планам принимало самое активное участие населения города Якутска. Вот то, что мы вот уже при составлении технического задания пошли по пути максимального общения с населением. Каждый, кто хотел, мог дать свои замечания, предложения, чего он ждет от своего города, что он хочет от города. Это, на мой взгляд, повысило качество и непосредственно самого технического задания, но и, безусловно, повысило качество тех документов, которые были представлены нам на финал. Так? Безусловно, уверен, что и победитель, и те, кто участвовал в целом конкурсе, конечно же, мы будем максимально привлекать для того, чтобы в дальнейшем вот этот мастер-план претворять в жизнь. Ну, мастер-план же, он для нас, понятно, для тех, кто принимает решение, что он гораздо гибче, гораздо лучше, чем жесткая структура генерального плана. И, безусловно, уверен, что и вот краткосрочные задачи, которые сейчас, вот, в том числе, есть последние презентации предыдущих прозвучали по краткосрочным задачам, и долгосрочные задачи, они, конечно, могут быть решены. Вообще город Якутск, главная его задача, мы об этом неоднократно уже говорили, к 1932 году мы его должны сделать лучшим городом в мире на вечной мерзлоте. Задача крайне амбициозная, но вместе с тем абсолютно реализуемая, с учетом того, что у Якутска есть то, чего, к сожалению, может быть, нет у большинства других городов. У нас есть очень сильный человеческий капитал, который мы обязательно должны реализовать. И хорошо сделанный мастер-план, выбранный как раз по итогам такого серьезнейшего всероссийского конкурса, конечно же, позволит нам этой цели добиться более быстро, более качественно и более эффективно. Спасибо. Итак, уважаемые дамы и господа, мы переходим с вами к ключевой части заседания жюри, а именно обсуждению представленных конкурсных предложений. И нам с вами необходимо заслушать каждого члена жюри в ходе прений, после чего мы перейдем к голосованию. Напоминаем, что наше обсуждение также идет в прямой трансляции посредством официального сайта и YouTube-каналов Республиканского медиацентра «Саха-Медиа». Мы также проводим это заседание в гибридном формате, и наши коллеги из Минвосток развития, КРДВ, Дом РФ с нами посредством телемоста и также принимают участие в этом обсуждении. Открывая дискуссию, я бы предложил, Марат Маратович, если вы готовы начать с вашего мнения в отношении увиденного, кого вы считаете лидером и почему, какие вы видите сильные и слабые стороны, что вы хотели бы, чтобы члены жюри учитывали наряду с вами в будущем голосовании, которое завершит нашу дискуссию. Марат Маратович. Спасибо, Сергей. Вот присоединяюсь, конечно, к словам Айсена Сергеевича. И я хотел бы отметить еще, что, на мой взгляд, большая ценность была еще в многостадийности вот этого конкурса, и это позволило действительно в большей степени учесть предложения от большого количества экспертов,
от, например, которые участвовали в этих на разных, так скажем, этапах, и в том числе представителей правительства, главного архитектора. На мой взгляд, это чрезвычайно было ценным. И если рассматривать заявки 3 команд, вот по итогам сегодняшнего рассмотрения, на мой взгляд, я поставил вот самый высокий балл первой заявке. Вот. Я все официально передам. На мой взгляд, заявка консорциума под лидерством Института генплана Москвы в полной мере, в большей мере, точнее, отвечает вот тем задачам, которые, на мой взгляд, перед конкурсантами были поставлены. Это более такое комплексное видение с хорошим масштабом, значит, предложений по пространственному развитию, но опять-таки оно тоже не лишено, так скажем, замечаний и недостатков, да, и вот ряд из них я в том числе высказал, что, на мой взгляд, не в полной мере были учитаны существующие уже наработки, существующая социальная инфраструктура, которая создается. На мой взгляд, может быть, не все было озвучено в рамках презентации, но в этой части вот хотелось бы какого-то усиления. Плюс еще, вот знаете, это, наверное, общее такое замечание, особенно у 2-й и 3-й команды, да, у Мастерс План и у AND Architects, они очень часто говорили как бы о себе, то есть вот у меня сложилось такое впечатление, словно это их стороннее видение, такое стороннее мнение. А прежде всего и вообще очень часто эффективность реализации мастер-планов зависит от того, чтобы сами граждане стали соавторами этих идей. Ну, грубо говоря, было такое некое социальное, что ли, участие в проекте и такой какой-то социальный консенсус, да, чтобы они принимали, потому что понятно, сколько мы мастер-планов не сделаем, но очень важно, чтобы был отклик людей и бизнеса, и, конечно, чтобы эти были планы реализуемы. Вот мне показалось, что больший баланс вот в этом вопросе, он был у Генплана Москвы, поэтому я вот поставил 32 балла. На 2-м месте я дал вот оценку 25 баллов, поставил Мастерс-план. Они, по-моему, выступали, по-моему, если я не ошибаюсь, 2-ми. Вот. Мне показалось, что в ряде случаев мне даже их предложение понравилось больше. По крайней мере, они учитывали вот существующую инфраструктуру. Но у них, например, некоторые, мне показалось, направления, ну, они как-то, может быть, в презентации они отсутствовали, например. Но я их, вот, например, не было ничего сказано, очень мало было про какой-то общественный транспорт, либо транспортный каркас. На мой взгляд, может быть, не в полной мере была экономика как-то презентована, хотя у них была сильная сторона фазирования, например, что у Генплана Москвы, мне показалось, чуть меньше было выражено. Вот. И в целом вот у Мастерса были очень интересные многие находки. Мне кажется, если взять, объединить и, как бы, так скажем, взаимодополнить Генплан Москвы предложением Мастерс, вот тогда будет, мне кажется, от этого только усилится будущее пространственное решение. И что касается AND Architects, ну, это больше было похоже как несколько каких-то инвестпроектов. Вот я поставил оценку общий балл 15 их предложению. На мой взгляд, многие, так скажем, аспекты пространственного и стратегического видения не были охвачены. Ну, может быть, отдельные проекты заслуживают внимания и могут быть также встроены, так скажем, в итоговый мастер-план. Но в целом я хотел бы отметить крайне вот важность сегодняшнего мероприятия. Я надеюсь, что вот к той мечте мы все-таки действительно лучшем городе на территории вечной мерзлоты мы стали сегодня чуть ближе. Спасибо большое, коллеги. Благодарим вас, Марат Маратович. Я бы хотел передать слово Антону Владимировичу Финогенову. Антон Владимирович. Да, коллеги, еще раз добрый день. Я считаю, что главная цель конкурса, она уже достигнута в плане того, что мы получили 3 достаточно комплексные и сильные работы. И наблюдая за тем, какие мастер-планы разрабатываются в других
городах Дальневосточного федерального округа, я вижу, что Якутск получил объем аналитического материала, объем идей и предложений гораздо больше, чем любой город Дальневосточного федерального округа. И действительно, сейчас управленческая задача будет состоять в том, как интегрировать все те сильные стороны, которые есть в каждой работе. Выбрать победителя достаточно сложно. Я на самом деле сразу хочу сказать, что, может быть, неожиданно, но я бы попробовал даже поставить AND Architects на первое место с той точки зрения, что они мне понравились, как ни странно, своей как бы четкой ориентированностью на определенные там приоритеты, на определенные ключевые проекты, не пытались охватить необъятное. И, например, с точки зрения экономических приоритетов, мне показалось, что больше всего для практической реализации, как ни странно, можно взять у AND Architects. А с точки зрения архитектурно-планировочного решения, они мне тоже понравились несколько больше, не фасадами застройки, потому что у Мастерс-план, что у AND фасадные решения, они какой-то такой носят характер, что Якутск, что Москва, что Лондон, все примерно одинаковое. Собственно, Непигин-плана Москвы, они попробовали играть с какими-то такими северными фасадными решениями, но планировочно вот эта закрытая структура, потому что меня удивило и у Непигин-план, и у Мастерс-план очень много решений, связанных с такой открытой планировки в советском стиле, как будто нет минус 50 градусов мороза, нет сильных ветров. И мое мнение, что чем компактней строить, тем больше шансов на качественную среду, что касается Якутска. И, как ни странно, опять же, тезис про компактный город, он наиболее четко был озвучен именно у AND. Да, определенные решения по компактности мы видели на самом деле у всех команд, но они на флаг как-то менее четко эту задачу ставили, а я считаю, что она фактически ключевая с точки зрения градостроительного подхода. В работах мне не хватило, и вот AND не ответил на этот вопрос, что, конечно, немножко странно, и это проблема всех проектов, существующих городов. Ведь на самом деле основной вопрос, а что делать с индивидуальными районами застройки, которые все больше расширяются вокруг Якутска, что делать с типовой советской многоэтажной застройкой. И у всех, конечно, присутствовала, я понимаю, что это задача ТЗ, но увлеченность вот такими новыми знаковыми проектами, и как-то совсем поверхностно обсуждались вопросы, связанные с текущей застройкой. У Непигин-плана мало сказано про ТЭО, про экономику, про, скажем так, уже конкретные расчеты, а сколько будет стоить все это счастье. И еще мне не хватило, вы знаете, не формального, а максимально глубокого анализа исторического опыта. Не для того, чтобы показать первый слайд и сказать общие слова там, о величии культуры этой земли, которые бесспорны, и все это понимают, а именно объяснить, что многое, что заложено в градостроительные, архитектурные решения, оно выстрадано даже не десятилетиями, а веками. И вот некая как бы преемственность, простроить какой-то мост в решение в будущее с теми веками складывающимися традициями, которые касаются и особенностей визуального облика, и на самом деле планировочных решений, и вопросов по озеленению, и вопросов, связанных с транспортной структурой. Вот этого мне на самом деле не хватило во всех работах. И, наверное, еще один вопрос, как-то очень неамбициозно по поводу общественного транспорта. Я считаю, что полумиллионная агломерация уже в ближайшее время, она точно может рассчитывать на скоростной транспорт общественный. Это могут быть там выделенные полосы для автобусов, для, там, не знаю, троллейбусов на каком-то электрическом ходу. Это может быть какие-то истории, связанные с рельсовым транспортом.
Почему-то в основном у всех разговор шел в лучшем случае про новые маршруты, хотя мы понимаем, что такой крупный город, как Якутск, особенно в условиях, когда очень сильно будет давить автомобилизация на транспортную систему, потому что люди естественным образом будут стремиться к использованию частного автомобиля. Это всегда в любом северном городе. Но так как Якутск самый крупный северный город в мире, то, собственно, сделать его полностью автомобильным, вот, коллеги, я вот не был, к сожалению, в Анкоридже, но тоже смотрел на его планировочную структуру. Мы вот так точно не хотим. Гигантские, распластанные на десятки километров город с огромным количеством асфальтовых автодорог, по которому чаще всего, там, кроме машин, никто не ходит. Вряд ли это можно назвать удобным местом для жизни. Но это как раз те управленческие задачи, которые, я думаю, мы вместе в состоянии решить, уже связанные с интеграцией, с доработкой этих решений. В целом все три идеи достаточно интересные. Да, как обычно, не хватает такого экономического прагматизма, деталей, но это все вполне дорабатываемое. Главное, есть определенный объем аналитики, градостроительных предложений, с которыми точно можно работать. Поэтому я, наверное, R&D поставлю на первое место, Непигин-плана на второе, а мастер-план на третье. Спасибо. Благодарим вас, Антон Владимирович. Напоминаю, коллеги, что каждый член жюри имеет право высказывания. После этого вы сможете обменяться также репликами или обратной связью на высказывание друг друга. Пожалуйста, в ходе нашей дискуссии не забывайте вносить данные, цифровые значения в ваши бюллетени, на основе которых мы с вами в ходе данного заседания после завершения дискуссии произведем подсчет голосов и, собственно, вынесем результат. Бюллетени у всех у вас на столах. Уверен, что нас отделяет небольшое время для того, чтобы завершить голосование. А мне бы хотелось сейчас передать слово Галине Александровне, пивовар КРДВ. Прошу вас. Коллеги, да, спасибо большое. Наверное, мое выступление во многом будет продолжать тезис Антона Владимировича, потому что действительно многое из того, что он уже озвучил, отзывается у меня также. Единственный общий тезис, который мне бы хотелось сказать, вот эта вся огромная проделанная работа, которую сделали команды, и блок экономики, который у нас в каждой команде, значит, уже под тиканье часов значит, попадал, и, соответственно, мы не могли его комплексно выслушать и как-то не могли к нему, на самом деле, системно отнестись. В этом смысле очень бы хотелось в продолжении вот подобной конкурсной работы, возможно, и командам на будущее. Возможно, с экономики стоит начинать, потому что соотношение тех ресурсов, с которыми мы работаем, наших возможностей, их релевантности, их адекватности, обоснованности, мне кажется, что это какой-то ключевой вопрос, который, безусловно, должен становиться во многом фундаментом дальнейших градостроительных решений, которые обсуждаются каждой из команд. Поэтому с точки зрения экономики мне немножко не хватило. Я еще, наверное, вернусь к изучению материалов и, соответственно, дополнительно как-то просмотрю это все. Что также, на мой взгляд, немного выпало из общего фокуса, это вопрос работы действительно с существующим городом. То есть вся система решений, которая была предложена, она была больше основана на новой территории. Я тоже понимаю, что это связано с техническим заданием, но тем не менее. И вот с точки зрения как раз локальной идентичности и даже локальной архитектурной специфики, например, ни одна из команд в своих рендерах, в новых каких-то объектах, соответственно, жилищного строительства не учла очень традиционный элемент закрытой входной группы для каждого, который очень характерен для Якутска. В момент, когда я, например, гуляла по Якутску, я это очевидно отметила, и вот мне кажется, вот эта вообще климатическая специфика, она
Несмотря на то, что она была заявлена в каждую из команд, у нас и крио-тема, и как бы в целом работа с комфортной городской средой, она все-таки не везде была продумана окончательно, как в решениях там, с пешеходной улицей, что тоже может быть достаточно затруднительно в существующих климатических условиях, так вот и какие-то такая фасадная и архитектурная специфика. Тем не менее, были очень интересные вещи, которые я отмечу тоже. Мне очень понравился заход на экосистемные решения. И в этом смысле мне также, несмотря на такую большую свою сфокусированность на конкретных проектах, наверное, больше всех импонирует работа IND Architects, потому что они попробовали протестировать и поговорить с нами про какие-то нетиповые решения для города и предложить какие-то сложные и новые инженерные и экосистемные подходы. На мой взгляд, для Якутска это крайне важно, потому что дефицит природных территорий в этом городе, да, доступности как водного фронта, так и зеленого каркаса, ну, на мой взгляд, как бы вот как такого туриста, наверное, гостя, который побывал в этом городе однажды, он очевиден. И даже новая современная застройка почему-то, по каким-то, на самом деле, до конца неочевидным причинам не поворачивается, например, в сторону водного каркаса. И в этом смысле вот проработка и вообще смещение вот этого паттерна и работа с Якутском все-таки как с городом, для которого природные территории очень важны, мне кажется очень важным, и поиск таких инженерных решений. Поэтому в этом смысле, безусловно, IND Architects показали такую интересную, достаточно глубокую проработку. Самая комплексная, на мой взгляд, самая комплексная оценка именно градостроительных потенциалов и возможностей и инфраструктур Института генплана Москвы. Мне пока тяжело решить, кто из этих двух команд на самом деле на первом месте. Я еще позволю себе подумать в ближайшие 20 минут и, соответственно, решить этот вопрос. И очень амбициозный, но, на мой взгляд, какой-то очень ровно амбициозный проект «Мастерс-план», в том смысле, что было названо огромное количество проектов развития. Вот, я не успела, мне хотелось задать вопрос команде, какого кластера не будет в Якутске. Потому что каждый раз, когда я слышала, там, что будет такой IT-кластер, агрокластер, значит, инновационный кластер, значит, суперкампус, и в этот момент просто возникает вопрос, как мы успеем сделать все за ограниченное время с ограниченным количеством ресурсов. Ну, на мой взгляд, это вопрос справедливый, и каждая из команд разработчиков должна быть готова на него ответить, потому что приоритизация, ну, это один из важнейших, в общем-то, навыков, на мой взгляд, в данной деятельности, потому что ресурс всегда ограничен, любой ресурс, и человеческий, и финансовый, и даже креативный в каком-то смысле тоже не бесконечен. Вот, поэтому что еще хотелось бы видеть там в дальнейшем, возможно, потому что я понимаю, что со всеми этими результатами еще должна будет пройдена некоторая рефлексия, некоторая переупаковка в общий материал. Я тоже думаю, что из каждой из работ, в принципе, там есть что почерпнуть. Но, на мой взгляд, очень важно будет сфокусироваться на так называемой как бы первой миле. Ну, то есть четче продумать фазирование, четче его зафиксировать и, соответственно, в случае, если мы говорим о возможности там, представления города на веб, это ну, просто задача номер один – показать, что же действительно из всего вот этого гигантского объема предложений будет являться такими запускающими и ключевыми проектами. Спасибо большое. Большое спасибо, Галина Александровна. Напоминаю, что на протяжении всего конкурса все команды находились
в равных условиях. Также и здесь каждая команда имела ровно 30 минут для того, чтобы презентовать работу, 20 минут для того, чтобы ответить на вопросы. Нам, конечно, хотелось бы большего общения и когда-то в каких-то ситуациях большего или меньшего, но каждая команда должна была иметь равное время для того, чтобы отстоять свою позицию. Тем не менее, напоминаю вам, коллеги, что все материалы доступны у вас на планшетах в подробном виде. Также там представлена техническая экспертиза оператора конкурса, к которой вы можете обращаться в ходе нашей дискуссии. А с нами на связи Ирина Викторовна Ирбицкая, эксперт ПРООН ООН. Добрый день, коллеги. Я, наверное, буду не очень многословной. Я хочу поздравить Якутск. Да, я предвкушаю крупнейший результат этого конкурса. И не рассуждая долго, конечно, проект IND достоин любых международных конкурсов и достоин победы на этих конкурсах. Это сильная, целостная идея, которую редко встречаешь, целостность которой редко встречаешь даже в крупных, больших международных конкурсах. И я вас поздравляю с этим. И что я хотела бы отметить особенно, что вообще человекоцентричность – это такое ключевое свойство градоустройства и любых городов на все времена. Если городам удается этого достичь, эти города выигрывают. Да? И, наконец, несколько лет назад именно человекоцентричность стала основной целью, в том числе международных организаций развития, то есть стала глобальной целью. И я хотела бы отметить, что помимо всего прочего, да, человекоцентричность – это еще и реализуемость наших проектов. И в проекте IND эти идеи сильны тем, что они в общем, да, представляют собой историю нового города. Да, это не какая-то экспертная работа, то да потому, здесь на основании каких-то выводов, заключений, исследований. Да, это хватка и цепкость города в его какие-то фундаментальные основания. И поэтому у них в их идеях гораздо больше шансов на реализуемость, что усиливается еще и тем, что в сущности они проговорили вопросы, да, с ключевыми акторами, да, будущих преобразований Якутска. Mail.ru, да, который понимает, как развиваются IT-кластеры, IT-индустрии и так далее. Различные интересанты, которые готовы развивать агрокомплекс. Сочетание, причем я хочу отметить, что практически все решения, да, это вин-вин в двух упаковках. Это и про жителей, в первую очередь, и про туристов тоже. Да, потому что очень часто, почти во всех проектах, которые я вижу в России, идет такой перекос в сторону туризма, хотя надо сказать, что глобальный вектор – перекос в сторону локального жителя. Да, и это тоже стоит отмечать. Туризм не будет развиваться, если местным жителям в городах плохо. И единственное, что бы мне хотелось отметить, это специфично для всех рассмотренных 3 проектов, это идентичность архитектуры. По всей видимости, стоит победителю потом на последующих стадиях разработки рассмотреть более фундаментальные основания для формирования именно идентичной архитектуры, да, присущей Крайнему Северу. И я рекомендую все-таки опереться на сложившиеся в этом регионе уклады жизнедеятельности, они подскажут новые архитектурные формы. И напоследок, самое ключевое отличие проекта идей IND, да, ты видишь просто визуально, да, вот там картинка была с этими заболоченными территориями реки Лены, да, они нашли ход стопроцентной идентичности Якутии, при этом, как ни странно, картинка летняя, да, но она абсолютно изображает, абсолютно передает эту атмосферу вечной мерзлоты. Да. Я думаю, что с архитектурой у них тоже все получится. И есть сильные стороны и у других участников проекта, безусловно. Да,
Я не думаю, что стоит слишком углубляться в это. И мои оценки: Институт генплана Москвы 34 балла, мастерс-план 23 балла и IND 41 балл. Спасибо. Большое спасибо. Мы возвращаемся в офлайн пространство. Александр Сергеевич, давайте начнем с вас. И я предлагаю идти по очереди, каждый выскажется. Да, Да, спасибо. Ну, на самом деле, все три проекта мне показались достаточно интересными, но до конца ни один из этих проектов не ответил на все мои ожидания и вопросы. И я, может быть, хотел бы начать с общих каких-то вещей, которые во всех трех работах не прозвучали в должной мере, а, на мой взгляд, должны были прозвучать. Первое – это тема адаптивного планирования, да, вот вариативность, да, особенно в сложившейся ситуации и с учетом того, что вообще адаптивное стратегическое планирование сейчас это такой мейнстрим. Вот здесь достаточно все однозначно, и насколько это резилиентные проекты, остается вопросом. Второе – это все-таки отношение к сценариям увеличения численности населения. Да? То есть, на мой взгляд, это тоже предмет, которым можно управлять. Мне показалось, что большинство просто брали разные варианты прогнозов или экстраполировали сложившиеся тенденции и говорили, что вот так тому и быть. Ну и в некоторых случаях это приводило к тому, что возникли у меня вопросы относительно устойчивости структуры пространственного развития Якутии в целом. Город может влиять, в том числе посредством мастер-плана, на интенсивность миграционных процессов и на их качество, хотя бы путем обеспечения той или иного уровня доступности жилья. Третья тема, если продолжать тему жилья, это, конечно, вот тема социального, арендного жилья. Якутск на фоне остальных городов, в том числе дальневосточных, выделяется высокой оставшейся долей муниципального жилья, неприватизированного муниципального жилья. Это почти 10%, ну чуть меньше. И, очевидно, должна быть какая-то политика в отношении этого жилищного фонда на перспективный период. Да? Он по-прежнему будет отдельные неприватизированные квартиры в каждом доме, или как-то мы будем его консолидировать, строить наемные дома социального использования муниципальной собственности. И все это очень легко связывается с темой, собственно, того, о чем мы говорим. Если продолжать вот эту тему жилья, строительства, реконструкции, то тема КРТ была у всех, очевидно, да, но образ этого КРТ, насколько увеличится плотность, да, каков будет объем выбытия физического, сколько жилья будет снесено, не только понятно, речь идет об аварийном жилье. Вот здесь четкости понимания не увидел я. Значит, следующая тема – это вот энергоэффективность и декарбонизация. Да, вот в какой степени вот все эти мероприятия, у нас достаточно длинный горизонт планирования, все-таки в какой степени мы будем в контексте, вот, скажем, стратегии низкоуглеродного развития Российской Федерации. Ну и касательно общественного транспорта, да, хотелось бы больше, но я понимаю, что пока мы не решим, то есть первичный вопрос может быть другой, это проблема последней мили, как добраться в условиях зимних морозов до этой ближайшей остановки замечательного скоростного общественного транспорта, да, и это ставит вопрос еще один, который вот ни в одной из презентаций тоже я не нашел ответа, это политика парковок, да,
да, и автостоянок. Что делать, да? Отсюда следующий вопрос, это, опять же, реконструкция улиц, в том числе в существующем городе, в центре города, да? Мы их там приводим в нормативное состояние в соответствии с нацпроектом, но понятно, что их нужно, значительную часть этих улиц нужно не только там менять покрытие, да, но и расширять, иначе риск как бы задохнуться в пробках он есть. Ну и тема экономики, она традиционно не самая сильная вот в аналогичных проектах, в том числе сейчас, может быть, поэтому ее оставляли на потом. Ну, только один момент скажу, вот оценка затрат, помимо инвестиционных затрат, есть же еще затраты на эксплуатацию, которые будут ложиться в значительной степени на уже местный бюджет. Вот таких оценок тоже недостаточно было у меня. Вот. Что касается трех команд, трех проектов. Как я уже сказал, у каждого есть сильные стороны. Наиболее сбалансированная какая-то презентация, наверное, у Института генплана, но и меньше каких-то ярких таких впечатлений прорывных. Я бы здесь отметил, конечно, это вот профессионально сделанный учет ограничений планировочных, где все становится, многие вещи становятся понятными, карта политик и вот подход на основе вернакулярных районов. Мне кажется, это перспективная идея, которую не нужно терять при любом исходе. У мастерс-плана это сильная сторона, это вот акцент на всяческое стимулирование внутригородских коммуникаций, как вот ткань городской жизни. Это тема вот набережная и Лена-Сити, дизайн-код, использование вот наземной инфраструктуры в качестве дизайн-кода. И вот в какой-то степени вот тема гибкости реализации все-таки в этом проекте прозвучала, да. Ну и не могу не отметить смелость вот все-таки этого сознательного решения, как бы пойти наперекор уже принятым решениям и сказать, что суперкампус должен быть в центре города. Честно говоря, мне этот ответ импонировал, хотя в целом ответы на вопросы были не самые лучшие. И здесь как раз перехожу к третьему участнику, АНД, где как раз хотел прежде всего отметить, такого критерия оценки у нас нет, но ответы на вопросы, мне кажется, были наиболее адекватными и понятными, да, что называется, в точку, да, они отвечали на вопрос, а не запутывали. Вот. Из преимуществ проекта АНД я бы отметил вот действительно реалистичность перспектив развития города, без какой-то гигантомании, четкая приоритизация, но об этом уже говорили, четкая приоритизация, ну и некоторые какие-то точечные решения. Просто один пример, да, в проекте АНД мы сохраняем ипподром городской как элемент там, городской идентичности. В проекте Институт генплана предлагает построить на этом месте огромную библиотеку. Да, это вот, может быть, вопрос даже не выступление, а вопрос к членам жюри, жителям города Якутска, что более адекватно. Просто это как такой фокус, в котором отражаются, может быть, различные подходы. Аналогично сейчас бурное общественное обсуждение идет в Москве, где тоже застройщик хочет застроить территорию московского ипподрома, а жители активно протестуют. Но тем не менее, вот, отмечая многие положительные стороны проекта АНД, я все-таки хочу сказать, что это фрагментарность. И вот с одной стороны это четкая приоритизация, но с другой стороны это не позволяет говорить о предложении как о стратегии развития города, положенной на карту. Да?
Здесь хотелось бы все-таки более комплексного решения. Ну и как и некоторые другие члены жюри, я пока не готов сейчас четко сказать, вот кого я ставлю на первое, второе, третье место. Могу только сказать, что достаточно сочетание плюсов и минусов работ пока приводит к тому, что оценки будут достаточно близкими. Да? Прошу разрешения еще несколько минут подумать. Спасибо. У нас с вами достаточно времени для того, чтобы еще обмениваться позициями, думать, изменять свои решения. Пока не завершилось, точнее даже еще не началось голосование, мы с вами можем снова и снова отнестись так или иначе к тем или иным тезисам в отношении команд. Михаил Николаевич, передаю вам слово. Спасибо. Так, ну я тут, мне уже после Александра Сергеевича практически нечего добавить. Я буквально согласен со всеми его тезисами, которые он вот высказал именно по тем вопросам, которые касаются всех проектов. Да. Единственное, я бы добавил, что вот, допустим, все там, ну, в первую очередь я скажу, что в принципе все три финалиста, они все работают, ну, как бы, в одинаковом направлении, но это, видимо, продиктовано и техническим заданием, и аналитическими исследованиями, поэтому, значит, естественно, все команды, они выбирают правильное направление, что касается и улучшения комфорта жилища, и идентичности города в будущем. Так, вот они, но есть вот вопросы, которые Александр Сергеевич отметил, на которые мы не получили, в принципе, ответа. Но вот я бы добавил еще про водоотведение. Все предлагают, декларируют водоотведение, что будем улучшать городские каналы, все будет уходить в реку потом через эти каналы. Но, в принципе, сегодня город уже сколько лет бьется над этими городскими каналами, а вот конкретных мероприятий вот, восстановления этих каналов я в этих работах, к сожалению, не увидел. Так? Также я бы хотел отметить, что как-то выпали населенные пункты, которые входят в состав городского округа. Они там отмечены только как места, где будут размещаться какие-то кластеры различные. Ну а остальное, какое там жилище, сколько там квадратов будет новых, что будет снесено, какой тип жилища, еще что там в этих населенных пунктах будет размещаться и какие транспортные составляющая будет решена по ним. Вот. И остальное вот Александр Сергеевич очень четко все разложил. Что касается работ, я бы их, так сказал, вот выделил бы Институт Генплана и АНД в одну группу, как наиболее, так скажем, ну, я их выделил бы как лучшие, да. Что касается мастерс-плана, мне кажется, все-таки там очень сильный элемент фантастичности, что ли, гигантомании. Это вот столько кластеров, вот как Галина Пивовар сказала, она даже не знает, каких кластеров там нету, вообще-то говоря, да. И причем они размещены, как-то мне все-таки кажется, не совсем обоснованно на территории города, потому что, ну, я понимаю, что они должны быть распределены по территории города, но тем не менее у нас сегодня, допустим, медицинский центр считается одним большим кластером, и еще тогда надо будет строить другой большой кластер в другом месте города, да? Но мне кажется, это достаточно излишнее решение такое. Поэтому я вот сейчас думаю над тем, как выбрать победителя из двух команд. Институт Генплана, он, естественно, там очень объемную работу сделал, такую аналитическую и так далее, проработанность. А АНД, он мне подкупает действительно вот реалистичностью всех решений, которые они предлагают. И еще мне кажется, что вот вариант АНД, он более гибкий. Его можно в будущем достаточно безболезненно менять, определенные направления развития. Так?
работы Института генплана Москвы, мне кажется, это очень такой фундаментальный труд, можно сказать, и мне сейчас пока еще не выбрал из этих двух, что выбрать, вот эту фундаментальность или реалистичность, я пока еще не решил. Спасибо за вашу позицию. Ирина Дмитриевна. Я постараюсь кратко. Конечно, работа консорциума под лидерством Генплан Москвы показала сегодня, наверное, наиболее такой, как сказать, комплексный подход. Комплексный. Мы должны помнить и понимаем, что сейчас, после завершения этой работы, у окружной администрации есть обязательства в рамках нашего соглашения, подписанного между Институтом развития Дом РФ и правительством Республики Саха-Якутия, о том, что должны быть актуализированы на основании мастер-плана градостроительные документы. И здесь те предложения, которые команда показала, они абсолютно реальны и действительно могут помочь коллегам из окружной администрации эту работу провести эффективно и оперативно. Что касается каких-то таких моментов, которые впечатлили, это позиционирование города как Крио, то интересные очень подходы. И больше всего меня впечатлило, конечно, предложение по транспортному каркасу, очень конкретные, предметные. Вот. Вторая команда «Мастерс-план» мне показалась действительно, я их ставлю сразу на третье место в плане того, что при всех плюсах, например, очень реальные и интересные предложения по обустройству пешеходной улицы. Мы об этом давно говорим, жители города поднимают вопрос, например, пешеходная улица по улице Пушкина с выходом, связыванием исторического центра города с городским парком. Это мы предлагали и ранее в документах территориального планирования. Она сегодня визуализирована. И Семен Афанасьевич, вот я думаю, что и Евгений Николаевич, это прямо такой предметная часть этого проекта, которую прям можно брать и начинать планировать. Очень простые и приятные предложения по системе навигации, по дизайн-кодам, но немножко разрыв в части того, что действительно там мы ушли на какие-то другие территории за рамками технического задания. Ну и больше всего, конечно, меня впечатлила работа команды АНД. Здесь, во-первых, я уже сказала о том, что сам тезис «излечить, сохранить и приумножить», он очень близок людям, жителям нашего города, который сегодня действительно нуждается в каком-то особенном подходе. И вот абсолютно согласна с коллегами, что кроме того, что мы предполагаем новые проекты, инвестиционные проекты, очень важно сегодня понимать расходную часть на эксплуатацию содержания нашего города. И это та задача, которая сегодня самая сложная перед коллегами, которые работают в городе. Ежедневно люди поднимают вопросы о том, что нужно убирать пыль, содержать в чистоте город. И вот такие абсолютно реальные предложения, которые сегодня консорциум АНД предложил в составе своих материалов, меня, конечно, впечатлили больше всего. Поэтому очень кратко я ставлю АНД на первое место, второе место генплан и третье мастерс-план. Спасибо. Айсен Сергеевич. Коллеги, мне просто сейчас надо уже уходить, так я извиняюсь. Вместе с тем я хотел бы несколько слов все-таки сказать. Во-первых, конечно же, еще раз хочу поблагодарить всех участников финала за очень хорошую проработанную презентацию, но остановлюсь на том, чего мне здесь не хватило. Да? Во-первых, мы все-таки, коллеги, вечную мерзлоту, все, да, вот все, я очень, так как сам руководил городом, знаю, откуда городу грозит самая большая опасность, так, вот, деградация вечной мерзлоты, деградация зоны – это серьезнейшая проблема для всех городов. Мы ее рассматриваем очень поверхностно, мы смотрим ее как, опять же, сплошную однородную зону, которую нужно сохранять, и вот всякие разные методы предложены, интересные на самом деле, вплоть до там, увеличения зеленой зоны, чтобы поменьше как бы солнечный свет падал на поверхность и так далее. Да? Но, коллеги, мы должны понимать, что под нами совсем другая планета вечной мерзлоты. 9 слоев надмерзлотных вод, подземные реки, подземные озера – это не сказки, это то, что сегодня есть под Якутском и всегда было на самом деле. И мы сегодня с этим очень четко сталкиваемся. Вот, к сожалению, вот эти поверхностные подходы, что давайте отведем ливневые воды через горканал, и все, и будет у нас полное счастье, да, ну, счастье оно будет немножко наверху, так, а то, что внизу идет деградация, она будет идти.
Деградация на самом деле идет сегодня от зданий. От зданий вот утечек тепла, а не утечек воды, по большому счету. Вот про это как-то мы все говорим мало, больше про отвод-вод. Это важно, это важнейшая проблема. Хотя, конечно же, вот проблема вот этих водоотводных лотков тоже очень примитивно как-то все прописано, что давайте вот сделаем лотки везде, и будет, опять же, все хорошо. Так? Коллеги, первый же весенний день, вот те, кто в городе работал, понимают, так, первое большое растепление, плюс 12 градусов, вода бежит по этим лоткам, ночью минус 20. Все, ваших лотков больше не будет. Вот просто это жизнь, так? Поэтому тут надо другие методы подходить, другие решения для того, чтобы водоотведением в городе более таком серьезном уровне заниматься. Это раз. Второе, все-таки я противник того, что мы увлеклись во всех проектах намывными территориями. Вот намывные территории, на мой взгляд, это очень опасная штука на берегу одной из крупнейших рек мира, которая может реально подниматься на большие уровни при весеннем ледоходе. Вот мы сейчас, вот даже вот всего я сейчас вынужден бежать, у нас там КЧС и так далее по Верхоянску, мы летом даже встречаем серьезные проблемы с паводками, так? А по весне это просто страшная стихия. Там никакие дамбы не удержат вот эту ледовую массу, если она вдруг начнет давить на вот эти наши укрепительные сооружения. Или расходы на их строительство будут просто гигантскими. Поэтому с этой точки зрения, если намывные что-то делать, то я бы считаю, что это нужно делать не на зеленом луге, как вот здесь много предложений сделано, а все-таки в районе Даркалах, где у нас хоть какая-то уже, понятная застройка есть, но она сейчас уже должна быть ликвидирована в ближайшее время. Так? Ну и как раз намывные территории, там, наверное, были бы все-таки более безопасные ситуации, нежели чем то, если мы начнем делать это вот в районе от пригородного и ближе уже к 203-му микрорайону. Это мое личное мнение, как человек, который вот этими вопросами тоже серьезно занимался. В-третьих, только два проекта, они предполагают строительство большого транспортного объездного пути вокруг Якутска. На мой взгляд, это утопичная и никому не нужная идея. Так, город Якутск все-таки это не город-миллионник, и дай бог, слава богу, надеюсь, миллионником не станет. Так? Это все-таки город с населением 400, может 500 тысяч человек когда-нибудь. Да? И строить вокруг него огромную подобъездную дорогу, содержание которой само по себе будет стоить очень дорого, а строительство тем паче так, по верху. Так? Тем более мы же тоже все здесь понимаем, что у нас это кажется, что там зеленая зона, так? А там же везде у нас дачные поселки. Мы должны будем их или обходить, то есть это еще больше удлинять дорогу, так? То есть там уже куда-то за 20-е километры уходить. Или если мы идем уже вдоль края, то у нас там, я уж не уверен, что створы у нас там есть, нет, без серьезных, опять же, конфликтов с людьми по их переселению. Вот. Поэтому я считаю, что здесь вот все-таки в одном проекте было, я уж не помню, по-моему, это АНД, по-моему, они все-таки воздержались от этого транспортного кольца, они просто предложили все-таки больше работать по транспортной и уличной дорожной сети города Якутска. Вот этой части я поддерживаю. Что мне понравилось, это все-таки вот подходы к озеленению города, подходы к новым кварталам. То, что много кластеров нарисовали некоторые, да, ничего в этом плохого нету, так, наше дело, какие кластеры строить, какие не строить. Другой вопрос, что выбор их все-таки не очень, вот еще раз говорю, на намывных территориях строить надо не так много. Все-таки у нас в самом городе очень много территорий, которые сегодня используются неэффективно. Это и территории вот этих двухэтажных деревянных зданий, это и заброшенные промышленные зоны, которые надо более активнее в оборот вводить и менять их, так, потому что мечтать о том, что давайте мы быстро намоем большие территории и на них построим супер кварталы, а все, что было там, останется, примерно в таком виде, каком есть, с некоторыми элементами благоустройства, на мой взгляд, все-таки неверно. Вот. С этой точки зрения я считаю, что все-таки вот тот план, который Генплан сделал в Москве, так, он же у нас, да, Институт генплана Москвы, он более фундаментальный, хотя к нему тоже очень много вопросов самых разных, да, но по мне он как-то все-таки ближе, хотя вот транспортное кольцо, оно у них тоже присутствует. Вот. Что касается мастерс-плана и проекта АНД, у каждого есть свои
плюсы, свои минусы, но вот они все-таки этому подходу генплана немножко уступают. Я поэтому первое место у меня генплан, а вот эти два других проекта, они одинаковые. Ну, баллы я не буду говорить, так, баллы я здесь поставил. Поэтому в любом случае я уверен, что мы, когда будем реализовывать эту схему, Евгений Николаевич, нам обязательно нужно лучшее из каждого плана взять и в жизнь воплощать. Ну и, конечно, надо это все-таки делать ближе к реальности, так, а то я просто боюсь представить, сколько эти намывные территории могут стоить, просто намыв да, кто-то на этом озолотится, а город при этом будет стоять. Поэтому все-таки, коллеги, когда будем делать этапность, Евгений Николаевич, да, надо все-таки в первую очередь нам заниматься нашими территориями внутри города. Это и кварталы, вот тот же 17-й квартал, это улично-дорожная сеть существующая. Абсолютно согласен с ранее выступавшими, что, конечно, в первую очередь Якутск надо делать удобным для его жителей. А если он будет удобным для его жителей, там и туристы придут. Так? Это тоже, на мой взгляд, само собой разумеющийся факт. Поэтому всем спасибо и успехов. Большое спасибо. Мы переходим к Евгению Николаевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, вот, начальник все сказал уже. На самом деле, с точки зрения баллов и того, что сейчас озвучил Алексей Сергеевич, один в один я уже поставил. Так и получилось. И замечание, единственное, вот, которое хотелось бы тут озвучить, действительно, вот в планах капитальных вложений и реализуемости этих проектов, оно, безусловно, мы должны стремиться к чему-то очень высокому и серьезному и сильному. На то и планы. С точки зрения быстрых побед и реализуемости, конечно, АНД и представленный ими проект, он кажется наиболее понятным, но для меня вот единственное, что стало вопросом, я пытался сейчас разобраться в том материале, который сейчас есть, каким образом мы ограничим этажность 12 этажами, да, максимальную этажность высотных зданий, тогда, когда вот партнер, местный горпроект и группа компаний УТУМ сама строит не меньше 16 этажей. То есть вот это вот стало для меня вопросом, как это мы выйдем на экономически рентабельную модель строительства, КРТ и всего остального. С точки зрения мастерс-план, очень хорошая и правильная идея с раскрытием пешеходной дороги центральной, связывающей центральный парк и набережную, которую вот многие дни и часы уже вопрос этот стоит и будируется, и на уровне республики уже выделены средства, идет предпроектная работа, он необходим, и нам необходимо заниматься и говорить о берегоукреплении так таковом, потому что проблема есть. Вместе с тем встают вопросы необходимости открытия уже существующих улиц, которые у нас сегодня перестали быть автомобильными, а стали пешеходными, ввиду или ошибок проектирования при строительстве, или таких вот решений. Вот часть центральной, одна улица у нас закрыта, закупорена. И вот в купе с решением с этим необходимо к этому вернуться. Очень хорошая идея. Отрадно то, что компании все, консорциум предложили очень хорошие, интересные идеи по организации парка культуры и отдыха, как действительно одной из ключевых задач городской администрации и в документах развития городской среды. Это отрадно, очень хорошие идеи у всех компаний. И для себя вот отдельно отметил по многим параметрам, считаю, очень правильно проработанная консорциум во главе с Институтом генплана Москвы. И что касается объездных дорог, то у них два кольца, одно большое и одно маленькое. Да? По сути дела, вот внутреннее маленькое кольцо мы уже отчасти реализуем. И в планах реализация дальнейшая, закольцевать две основные выездные трассы, северные и южные. В этом случае, конечно, все это будет реализовано. Поэтому я балл уже проставил, и менять их не собираюсь. Спасибо. Спасибо. Галина Геннадьевна.
Да, добрый день, коллеги. Ну, первый, конечно, хотела всех коллег, которые принимали участие, за представленные материалы. Считаю, что каждый проект, он имеет право на свое существование, есть определенные там минусы и плюсы, ну, как у каждого человека есть свое мнение. В то же время их объединяет то, что все они направлены на то, чтобы наш город развивался планомерно, чтобы жизнь была она комфортнее, и с этой целью были предложены определенные варианты развития его. В то же время у меня есть несколько моментов, которые, может быть, в силу того, что не хватало времени, просто мы, может быть, не услышали. Это вопросы там, экономической обоснованности тех или иных проектов, это вопрос по строительству жилья, по тем объемам, которые предлагаются, и по тем территориям, которые предлагаются, с учетом тех объемов, которые будут вводиться ежегодно, какая же все-таки нас ожидает перспектива по стоимости квадратного метра. То есть в одном из проектов, где было указано, что несмотря на то, что объемы жилья достаточно большие, но стоимость она сохраняется, даже увеличивается до 180 тысяч квадратный метр. В связи с этим, еще вот с коллегами, перед тем, как сюда прийти, мы тоже на работе смотрели, есть некое такое впечатление, что все эти территории, они как вот с чистого листа развиваются. На самом деле там стоит много объектов, которые нужно расселять, переселять, это как жилая застройка, так и нежилая, в том числе вот по развитию намывных грунтов, где на сегодняшний день большое количество объектов, там и административные, и торговые, и так далее. Есть некоторые вопросы, вот с учетом того, что это все-таки не чистые территории, где можно с завтрашнего дня начинать строительство, по этапности реализации этих проектов. Не совсем услышала я ответы по инженерной инфраструктуре, хотя вот по всем проектам очень много предложений в части транспортной инфраструктуры, а то, что каким образом будут, скажем так, реализовываться проекты без инженерной инфраструктуры, это тоже достаточно очень сложно. В связи с этим, вот то, что я сказала, как я считаю, что проекты они хорошие, и, наверное, действительно нужно из каждого взять какую-то самую изюминку. Все-таки считаю, что последний проект, который у нас был представлен АНД, он более реалистичным, потому что, я считаю, что во всех проектах они, несмотря на свою фантастичность, должны быть реализуемы и как можно, скажем так, в короткие сроки. Очень много предложений по реализации этого проекта. Это и предложения по арендному строительству арендного жилья, и развитие модульного дома комплектов, и развитие пригородов. То, что в двух проектах, первые, которые выступали у нас, я не увидела. Точно так же развитие строительных материалов, деловой древесины заготовки и увеличение объемов по производству строительных материалов, тоже то, что очень, по моему мнению, очень хорошо. Поэтому наивысший балл я хочу поставить АНД с учетом того, что я уже сказала. Далее институт генплана и мастер-план. У меня все. Благодарим вас, Юлия Олеговна. Коллеги, я не экономист и не урбанист, я больше маркетолог и пиарщик. И я смотрела на концепции в первую очередь с точки зрения того, насколько вообще есть цельная идея, насколько интересно, насколько город получает такую вот имиджевую прибавочную стоимость и внутри своих горожан, и во внешнем мире. И у меня на самом деле после сегодняшней презентации очень изменились оценки, потому что когда я готовилась, то у меня однозначно был рейтинг генплан, мастер-план и потом уже АНД. Но мне очень понравилась сегодня презентация АНД. Ребята очень мне показались убедительными, и видно, что хорошо подумали, поэтому они у меня подтянулись в рейтинге и сравнялись с генпланом. А что касается генплана, то мне очень понравилось то, как они отрисовали архитектуру. Понятно, что сейчас это некая условность, да, но при этом город действительно получал в их интерпретации, да, здания, которые были
именно из этого места. И они действительно формировали новый образ. И мне очень понравилась вот эта цельная идея с крио-архитектурой, крио всякими науками и другими крио-аспектами, потому что это действительно может сформировать бренд, на который можно будет все нанизывать, и это объединяющая такая линия. Никто больше не предложил вот такой вот идеи. И мне кажется, что это очень тоже такая устойчивая конструкция, когда есть вот объединяющая тема. И мне очень понравилось то, что генплан предложил не только там киноцентр, киноцентры предлагали все, да, но еще и там национальную библиотеку. Вот каждый таксист, который возил меня по Якутску, говорил, что очень не хватает досуговых крытых пространств. И мне кажется, что это прям такой очень большой запрос. И вот по опыту, например, там Татарстана, мы знаем, что там большая классная современная библиотека, тем более с национальными какими-то мотивами, она может быть очень мощным объединяющим таким вот местом, такой городской площадью под крышей, как это там в Финляндии устроено, например, в некоторых городах. Вот, мне вот эта идея тоже очень понравилась. И вот цикличное использование условно природных ресурсов, это я тоже себе записала, что хорошая тема. Вот, что касается АНД, то во-первых, мне очень понравилась из них цитата, что города конкурируют тем, какое будущее они предлагают. И понравилось, как они вообще посмотрели на населенный пункт в рамках агломерации и каждому предложили свою какую-то роль. У других коллег я этого не увидела. Вот. И, действительно, там синий каркас, зеленый каркас, в общем, они достаточно аргументировали, как они видят вот такие эко-подходы, вплоть до каких-то мелочей, что давайте хвою там использовать вместо песка зимой. То есть видно, что они подумали. Вот. В общем, это два моих фаворита. У Мастерс, Александр Сергеевич уже сказал все, что я записала там все про Мастерс, но на всякий случай повторю. Очень мне понравилась идея с набережной, с одной стороны, они ее взяли в фокус, а еще то, что предлагается инфраструктуру превратить в такие маркеры территории, в некие там арт-объекты, да, там были рендеры там с центром Помпиду, по-моему, у них в презентации. Вот, мне кажется, что это действительно, если удастся воплотить, то это сильно преобразит улицы, потому что, когда мы просто видим внешние коммуникации, там, завернутые в серебрянку или во что-то, то это совершенно не те же эмоции, когда это там арт-объект, да. Вот, в общем, мне кажется, это славная мысль, и ее надо не упустить. Спасибо большое. Спасибо. Яков Ананьевич. Спасибо. В таких определениях, как фантастика, реалистичность, да, мое мнение совпадает с членами жюри. Во-первых, большая благодарность, признание, то, что организаторам этого конкурса, да, спасибо огромное. Город только приобрел от этого положительные моменты. И всем участникам, финалистам, да. Буду краток. Единственное то, что я сегодня хотел услышать и не раскрыли, это пространство индивидуальное жилищное строительство. То, что Арсений Сергеевич сказал сегодня, это проблема вечной мерзлоты. Тем более участникам можно было учесть послание главы республики, да, то, что он говорил по развитию индивидуального жилищного строительства. В принципе, в презентации это можно было учесть. А так, как обывателю, можно сказать, некоторые моменты из сферы фантастики, а как строителю, допустим, вполне реальные моменты. Да? И тут, допустим, это, из реальных моментов я подчеркну то, что консультации IND Architects с потенциальными инвесторами, да, это тот же Mail Group, Alrosa,
Вот, действительно, это очень такие практические моменты, да. И вот берег укрепления УНЕЦ затронут, а город Якутск, как мы знаем, это входит в зону затопления, поэтому такие моменты обязательно нужны. А то, что комплексность, да, действительно, вот первый участник, он более комплексно подошел и, я думаю, более полно раскрыл те моменты, которые даны техническим заданием. Ну, в итоге у меня вот оценки я уже давно поставил, поэтому увидите. Спасибо. Афанасий Афанасьевич. Всем добрый день. На самом деле, конечно, ждать чуда от мастер-плана, мне кажется, не стоит. Это всего лишь один из инструментов, с помощью которого города управляют будущим. Понятно, что тут, наверное, два ключевых фактора успеха. Первый – это как команда, которая есть в городе, будет с этим работать. По-моему, ни для кого не новость, что у нас большинство архитекторов в России вообще скептически относятся к мастер-планам, если их почитать. Там они говорят, вот есть генплан, а все остальное – это там иностранщина какая-то. Там генплан в нашей культуре, мастер-планинг нет. Поэтому насколько команда будет готова к этому, насколько она действительно будет с этим инструментом работать, вот это, мне кажется, ключевой фактор. Второе – это я старался, когда оценить команду, все-таки не потому, что они написали, а потому, как они коммуницировали, как они отвечали на вопросы, потому что бывало так, что когда проводились конкурсы, команда, которая выиграла, говорит, нет, мы вот написали, все, ничего не меняйте, и невозможно было коммуницировать, и проекты ставились таким образом под угрозу. Поэтому, наверное, важнее выбирать, насколько удобно, комфортно будет работать с командой, которая выиграет. Даже, может быть, у них немножко будет там идеи не раскрыты до конца, но если они могут это быстро все доработать, это будет, конечно, гораздо ценнее, чем просто какие-то классные идеи, которые положены на бумагу. С точки зрения участников, конечно, мне понравилось то, как поработали команда Генплана Москвы, то, сколько инсайтов у них было, как они изучили в целом предпосылки, ну и то, как поработали с идентичностью. В целом, их презентация мне показалась визионерской, я себя увидел в этом городе будущего, в таком, если Питер – это северная Венеция, то Якутск, вот, на мой взгляд, как они показали, это северный Сингапур. Очень технологично, очень круто. Ну и с точки зрения мастер-план, конечно, мне показалась интересной их идеи по концентрации человеческого капитала. Все мы знаем, что всегда все великие компании, все великие идеи начинались с общения людей, которые там вместе концентрировались. Поэтому тоже интересная идея, с которой, мне кажется, тоже можно работать. Ну и с точки зрения вот команды IND, она, кстати, у меня по баллам оказалась на одном уровне вместе с генпланом, первое-второе место заняли. Мне, конечно, показалось, что они больше смогли ответить на вопрос, чем Якутск будет отличаться от других городов с точки зрения своего внешнего вида. Вот это интересная идея с набережной, интересная идея с компактным городом и в целом с уклоном в такое некое зеленое, что ли, строительство, в целом с уклоном в такую связь с природой мне показалось очень интересной. Но и опять-таки, все-таки, еще раз повторяю, самое главное – это команда, которая в городе этим будет заниматься, и второе – это как эта команда сможет построить коммуникацию с партнером, который выиграет. У меня все. Благодарим вас, Семен Афанасьевич. Ну, выслушав все высказывания, я бы все-таки хотел поддержать мастер-план, потому что считаю, что презентация, выступление, все, мне кажется, очень было структурировано и все понятно было. И очень такие вот интересные тоже предложения были представлены в этом проекте. Это то, что касается Лена Сити, парк Лена, вполне, по-моему, реальное предложение. И, конечно, кластерные вот предложения, да, по точкам роста тоже имеет место быть, потому что вот если вот по местам смотреть, конечно, есть вот варианты, которые предложены внутри города, но те вот точки, например, по агропоясу, по образовательным делам, по туристическим, да, вот эти места вполне уместно. Ну, а так в целом предложения проекты, они друг на друга похожи, конечно. Лучший город на вечной мерзлоте, у одного КРИА, у одного там феномен севера. По генплану Москвы, конечно, тоже наработки очень хорошие. Но в целом вот похожесть тоже вот на мовных территориях
парке вот в Большом, да. Ну и по IND мне, честно говоря, не хватило вот по презентации. То, что по времени не успели, как-то было выступление не очень. Но по материалам, конечно, есть вот свои фишки, свои наработки. Ну, в целом у меня так. Благодарим вас. Уважаемые члены жюри, хотел ли бы кто-то из вас взять реплику? Да, прошу вас, Александр. Поскольку я начинал, я уже дозрел до реплики. Хотел обратить внимание на две интересные темы в обсуждении. Да? Во-первых, это в нашем обсуждении это вот использование наружных коммуникаций как дизайн кода, да? Но я бы здесь предложил посмотреть не столько в сторону арт-объектов, это все дело развивать и додумывать, сколько в сторону так называемых многоцелевых инфраструктурных тоннелей, так называемых multi-utility tunnels, которые сейчас тоже такая активно развивающая тема в городском планировании. Но во всем мире их там под землей роют, а вот использование вот этих вот конструкций для того, чтобы уже закрыв их, сделав красивыми, еще нагрузить дополнительными коммуникациями, может быть, что-то здесь будет интересное. И вторая тема очень важная, которую вот Евгений Николаевич затронул, это град-регламенты. Да? Как нам вот эту застройку ограничить? Да? Ну, формальный ответ простой и понятный. Да? У вас есть правила землепользования застройки, напишите там не выше 12 этажей, и все будет замечательно. Но действительно возникает вопрос взаимодействия с инвесторами, которые скажут, а у нас тогда проект не срастается и так далее. Ну, здесь, мне кажется, надо городу стоять на своем, если он такую политику, тем более это ну, как бы нормативный акт, искать другие способы компенсации, другое структурирование территории для КРТ и так далее и тому подобное. Мне кажется, все-таки этим путем надо пойти, и иначе вот это вот доминирование многоэтажной застройки свыше 12 этажей – это реальная серьезная угроза. Ну и хотел бы отметить, что я не сказал еще, вот в части там недостатков экономического блока всех трех презентаций, но там есть просто явные какие-то ошибки в расчетах, дисбалансы, которые, наверное, в дальнейшей стадии обсуждения надо посмотреть. Я пытался там прощупать это вопросами, не совсем это получилось, но обратите внимание, что там есть явные нестыковки. Вот. Ну и думал, что я единственный в итоге мастер-план поддержу, чтобы не было обидно. Но вот Семен Афанасьевич тоже за мастер-план, но, повторяю, у каждого есть свои сильные стороны, которые надо объединить, и для меня итоговая разница совсем невелика. Спасибо. Большое спасибо. Коллеги, есть ли еще желание у кого-то взять слово для реплики? Может быть, кто-то... Кто-либо из онлайн-участников нашего заседания хотел бы взять реплику, коллеги? Ну что ж, если больше никто не хотел бы взять слово и ни у кого нет комментариев, мы с вами переходим к голосованию. Пожалуйста, заполните ваши бюллетени, передайте их нам, а мы со своей стороны напоминаем всем тем, кто следит за нами сейчас посредством прямой трансляции. Мы видим ваши комментарии, ваши оценки, ваши комплименты и восхищения командам, им очень приятно. И напоминаем, что сейчас наша трансляция прервется, а уже в 16:45 начнется пресс-конференция с подведением итогов церемонии награждения и объявлением победителя. На этом наша прямая трансляция завершается. Жюри уходит на голосование, и до скорой встречи. Thank you.